ноября в Уфе пройдет защита конкурсных работ и финальный тур второго международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга». В заключительном туре примут участие 36 авторов, талантливые мастера-изготовители, художники по костюмам и дизайнеры. Презентация работ состоится в Национальной библиотеке имени Ахмедзаки Валиди. Свои работы авторы представят в 5 номинациях: народная одежда башкир «Реконструкция», современный авторский костюм, детская одежда, башкирские национальные ювелирные украшения, аксессуары башкирского традиционного костюма. Прямая трансляция проекта состоится на YouTube-канале Республиканского центра народного творчества. Начало в 14:00 по уфимскому времени. Хайырлы күн, кадерле достар. Без сезне икенче Тамга халыкара башкорт милли киеме осталары конкурсының финал турында ихлас күңелдән сәламләйбез. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на финальном туре второго международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Башкорт милли киеме осталарының Тамга халыкара конкурсы тәүге тапкыр 2020 елда узды. Проект милли костюмның үзенчәлекле кыйммәтләренә, уның этник үзенчәлегенә һәм Башкортстан Республикасында заманса мода тенденциялары белән бергә күп төрлелегенә игътибарды ялеп итүгә юнәлтелгән. Международный конкурс мастеров башкирского национального костюма «Тамга» впервые прошел в 2020 году. Проект направлен на привлечение внимания к уникальным ценностям традиционного национального костюма, к его этнической самобытности и многообразию в сочетании с тенденциями современной моды в Республике Башкортостан. «Тамга» халыкара башкорт милли киеме осталары конкурсын оештыручылар булып, Башкортстан Республиканың Мәдәният министрлыгы, Республика халык иҗады үзәге, Башкортстан Республиканың Милли музее сыгыш яһай. Шулай ук бүгенге сагыусарны узгару өчен майданчылык биргәне өчен, безне кабул иткән өчен Башкортстан Республиканың Ахмедзаки Валиди исемендәге Милли китапханасына сихет рәхмәтебезне белдерәбез. Организаторами международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга» являются Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Национальный музей Республики Башкортостан. Кадерле тамашачылар дип өндәшәм, ни өчен дигәндә, чөнки бүген без тура эфирда эшләйбез. Әлеге вакытта конкурс барышын без YouTube каналында карайбыз һәм Республика халык иҗады үзәгенең YouTube каналында без сезне ихлас күңелдән сәламләйбез. Аумыгыз дип сезгә өндәшәбез. Дорогие друзья, мы сегодня работаем в прямом эфире. На данный момент за ходом конкурса зрители наблюдают в прямом эфире на YouTube-канале Республиканского центра народного творчества. Мы вас искренне приветствуем. Бүген йомгаклау турында 36 автор, һәләтле осталар, костюмдар һәм дизайнерлар буенча рәссамдар катнаша. Сегодня в заключительном туре примут участие 36 авторов, талантливые мастера-изготовители, художники по костюмам и дизайнеры. Авторлар үзләренең эшләрен 5 номинацияларда тәкъдим итәсәк, беренче номинация балалар киеме, икенчесе заманса автор костюмы, өченче номинация башкорт милли педагогистлары, артабан башкорт традицион костюм аксессуарлары һәм башкорт халык киеме реконструкция. Свои работы авторы представят сегодня в 5 номинациях: народная одежда башкир реконструкция, современный авторский костюм, детская одежда, башкирские национальные ювелирные украшения и аксессуары башкирского традиционного костюма. «Тамга» халыкара башкорт милли киеме осталары конкурсының жюри агзалары. Представляем жюри международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга».
директор Национального литературного музея Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, кавалер ордена Салавата Юлаева, председатель жюри Муратова Гульдар Сабитовна. Кандидат исторических наук, старший научник-сотрудник отдела этнографии Музея археологии и этнографии Уфимского национального центра Российской академии наук имени Кузеева Нечволода Елена Евгеньевна. Член Союза дизайнеров России, член Союза художников ЮНЕСКО, обладатель Гран-при Евразийского конкурса высокой моды национального костюма этно-эрата Кирдякин Александр Данилович. Преподаватель по ювелирному делу Уфимского художественного гуманитарного колледжа Давлетова Минлигуль Хамзовна. Гран-при первого международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Руководитель организации «Марган Уксы», заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Галиуллин Юлай Рафкатович. Главный специалист по фольклору Республиканского центра народного творчества, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, координатор проекта Баймурзина Гульгина Валитовна. Научный сотрудник отдела этнографии Национального музея Республики Башкортостан, художник Усманова Салима Маратовна. Также, друзья, мы, как и говорил, работаем в онлайн-режиме, и к составе жюри онлайн присоединяются реконструктор, художник-иллюстратор, член военно-исторического клуба «Первый башкирский конный полк Любизар» Кужин Азат Галяскарович, Польша. Реконструктор, предприниматель, член военно-исторического клуба «Первый башкирский конный полк Любизар» Баишев Ирек Фанурович, Германия. Ремесленник, дизайнер национальных нарядов Ембергенова Гульнара Сабырбаевна, Узбекистан. Также присоединяется в онлайн-режиме учредитель и исполнительный директор Ассоциации Fashion Designers of Кыргызстан, член Совета директоров Asian Fashion Week Кыргызстан Виталина Владимировна Шевченко. Мы приветствуем искренне членов жюри, также приветствуем всех в онлайн-режиме. Кайнар сәламдарыбызды еткерәбез. Һәм катнашучыларга, һәм тамашачыларыбызды сәламләү өчен сәхнәгә Республика халык иҗады үзәгенең генераль директоры, Башкортстан Республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Алибаков Артур Айдар улын сакырабыз. Рәхим итегез үзегезгә. С приветственным адресом к участникам и зрителям обращается генеральный директор Республиканского центра народного творчества Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Алибаков Артур Айдарович. Хайырлы күн, хөрмәтле безне YouTube каналында караучы тамашачылар, хайырлы күн, хөрмәтле конкурска катнашучылар, хайырлы күн, хөрмәтле безнең статуслы жюри, барыгызга ихлас күңелдән безнең сарабызда тәбрикләргә һәм сәламләргә рөхсәт итегез. Һәм әлбәттә беренчедән Башкортстан Республикасы мәдәният министрлыгы һәм аның министры Шафикова Амина Ивни кызыннан кайнар сәлам һәм зур рәхмәтләр җиткерергә рөхсәт итегез. Рәхмәт. Уважаемые наши зрители, которые, надеюсь, сейчас с нами на связи в онлайн, в нашем YouTube-канале, уважаемые участники конкурса, уважаемые статусные жюри, уважаемые члены жюри, которые сегодня с нами вместе в онлайн-формате из Узбекистана, Кыргызстана, Польши и Германии. Позвольте вас поприветствовать в первую очередь от имени Министерства культуры Республики Башкортостан и лично от министра Шафиковой Амины Ивниевны. Вы знаете, только несмотря на то, что это второй конкурс, мы в этом году получили намного больше работ, чем в прошлом году. И отрадно отметить, что если в прошлом году большинство работ мы получили по жанрам сценического, наверное, костюма или элементы сценического костюма, в этом году мы очень рады, что большинство работ представлены этнографические костюмы. То есть это исторический костюм на основе исторических данных. Это очень отрадно. Сегодня мы видим, даже на обычных простых мероприятиях в городе Уфе, в Республике Башкортостан, наша молодежь, наше будущее поколение носит одежду, национальную одежду или стилизованную одежду с национальными элементами. Это очень отрадно. Все мы знаем и все мы были свидетелями большой пропагандной работы, которой
начал глава нашей республики Радиф Фаритович Хабиров, который своим примером показал, что вот она, национальная одежда и стилизованные костюмы сегодня носят вся структура власти нашей республики, даже в муниципалитетах, районах, даже главы сельских поселений. И в районах и молодежь старается одеваться по такому принципу. Это очень отрадно. Республиканским центром народного творчества делается очень огромная работа. Нужно отметить, что данный проект реализуется в рамках государственной программы укрепления единства российской нации и гармонизацию общества. И мы имеем возможность давать мастер-классы во всей республике и в 13 регионах нашей страны по как раз-таки реконструкции башкирского народного костюма, по изготовлению, по мастер-классам по изготовлению национального народного костюмов. И нужно отметить, что в прошлом году только, вернее в этом году мы проехались по 13 регионам и дали около 40 мастер-классов. Вы знаете, сегодня нужно отметить тех людей, энтузиастов, которые носят каждодневным трудом большой вклад в развитие и сохранение национального костюма. Здесь они и сидят в жюри, и за спиной волнуются. Сейчас они будут представлять свои работы. И благодарю всех участников, которые сегодня приехали даже из регионов нашей страны и представили работы. Наши международные участники, которые не побоялись отправить свои работы. Я очень всех благодарю. Надеюсь, данный проект в будущем станет основным мероприятием не только нашей республики, и будут знать это мероприятие в соседних и в Российской Федерации. Мы скоро, надеюсь, и покорим нашу столицу, поэтому всем удачи. Барагыдга рахмат, барагыда хау булайык, бирге булайык, һәм безнең костюм, безнең милли традициялар хүнмәһен, хүрелмәһен. Рахмат, спасибо большое. Үгезгә рәхмәт, Артур Айдар улы. Хәтерегезгә төшерәбез, дуслар, быел конкурс сентябрь башында старт алды. Беренче, 2 ноябрьдә Өфө каласында проекттың хайлап алу туры үтте. 2 көн дәвамында жюри әгъзалары Италия, Төркия, Казахстан, Мәскәү, Силәбе, Ырымбур, Хамар өлкәләреннән, Пермь крайынан һәм Башкортстандан 200-гә якын катнашучының эшләрен баһаланы. Барыһы 1020 эш хайлап алу турында каралды һәм шуларның араһынан финал турына бары тик 36 оста сыкты. Напомним, в этом году конкурс стартовал в начале сентября. 1-2 ноября состоялся отборочный тур проекта. В течение 2 дней жюри оценивали работы около 200 участников из Италии, Турции, Казахстана, Москвы, Челябинской, Оренбургской, Самарской областей, Пермского края и Республики Башкортостан. Всего членами жюри было рассмотрено на отборочном туре 1020 работ. На финал вышли 36 мастеров. Настало время предоставить слово нашим участникам. Кадерле тамашачылар, жюри әгъзалары, онлайн караучылар, бына ниһаят был мәл етте. Хәзер хүз осталарга открывает финальный тур 2-го международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Номинация «Детская одежда». Балалар киеме номинациясында без беренче катнашучыны сәламләйбез. Силәбе өлкәһеннән Исәкәева Зәлия Сабит кызы. Рәхим итегез. Хамыгыт, кадерле туфтар. Здравствуйте, уважаемый жюри. Меня зовут Исакаева Залия, я из города Челябинск и представляю детский костюм на мальчика. Итак, вот этот вот образец, модель Карим, сшит вот по этому образцу. Это музейный экспонат из частного музея, частная коллекция. Датируется началом 20 века. Ткани все выполнены натуральные. Мы старались приблизиться максимально к оригиналу.
То есть это сатиновая рубашечка. Подбирали пуговицы перламутровые, металлические, у казакина металлические крючки. Ткань тоже 100% хлопок, парусина. Отделка идет грубая бязь суровая, не отбеленная. Вот. Значит, эштан тоже сшит, ну-ка ножки так вот, сшит по старинной выкройке. Вот. Здесь шерстяная нить вязаная. И детская тюбетейка из бархата, тоже отстрочена, подбита сатиновым околышем, сатиновой бейкой. Вот. Значит, тоже 100% хлопок. Ткани порядка 30-40-летней давности изготовления, то есть это из бабушкиных сундуков. Вот. Здесь не использованы синтетические материалы или пластиковые какие-то отделки нет, отсутствует. Основная машинная строчка, и согласно образца в тех же местах была проработана ручная стежка. Вот, значит, вдохновилась я фотографиями Круковского, Прокудина-Горского и Светланы Николаевны Шитовой. Вот. За основу взяли фотографию Фарханаз Бурхановой, ее дочери и внука. Может быть, многие видели эту фотографию. И хотелось бы отметить, что консультировалась я по изготовлению данного костюма у известного челябинского реконструктора, собирателя народных костюмов, этнографа, любителя Акулова Анатолия Александровича, который меня вдохновил и подтолкнул на участие в этом конкурсе. У меня все. Спасибо за внимание. Рахмат, Залия Сабитовна. Повернись, пожалуйста, тоже. Покажи. Беден жюри ағзаларын хораудар болға, бәлки әйтегіз. С какого материала? Зелендар. Хлопок? Казакин. Эйе. Казакин сшит из парусины, 100% хлопок. Подбит, подклад идет бязь суровая, не беленая, не отбеленная. Рубашка сатин, тоже 100% Рахмат. хлопок. Рахмат, аңлашылды. Силәбе өлкәйнән катнашучыларды ихлас күңелдән без тамашачылар залына одатабыз. Артабан дәвам итәбез. Безнең икенче катнашучы номинация балалар киеме каршы алабыз. Башкортстан Республика Кырмыскалы районынан Искәндәрова Гүзәл Әхмәтовна. Искәндәрова Гүзәл Әхмәтова, Кармаскалинский район Республики Башкортостан. Добро пожаловать. Сәхнә һездәге. Һаумыгыз. Мин Кырмыскалы районы Һәвәләй авылынанмын. Башкорт милли киемдәрен мин 2015 елдан бирле башлап тергеҙә башланым. Былтырғы тамға конкурсына мин Йомран табын ырыуының ҡатын-ҡыҙҙар кейеме һәм ир-ат кейемен китергән инем. Ә быйыл үҙебеҙҙең төбәккә генә хас булған бәләкәй малайҙар кейеме һәм ҡыҙҙар кейемен китердем. Бына малайҙар кейеме. Был үҙебеҙҙең яҡҡа ғына хас булған йомро, түбәтәй, һырылған. Аяғында ҡата һәм ҡата малайҙарҙың һәм ыштан киң төплө кәзәкей. Бына кәзәкей. Һәм күлдәк, малайҙар күлдәге. Улай юҡ, ҡыҙҙар кейеме. Был беҙҙең Йомран табын ырыуына ғына хас булған хаситә. Шулай уҡ камзул. Камзул бөтөн яҡлапта тәңкә менән тегелгән. Аяғында шулай уҡ ҡата һәм киң төплө ыштан, балай тәкле күлдәк, башында ҡайылған түбәтәй һәм бәләкәй шәл. Бына шул.
Рахмәтләребезне белдерәбез. Гүзәл Әхмәтовна Искәндәрова Кырмыскалы районынан, әгәр дә һорауларыгыз булса. Сәлимә. Мына хәерле көн. Мына һеҙҙең ҡыҙыҡайҙың камзолында уң яҡтан ниндәйҙер мына Әйе, әйтергә онотканмын, был Өлпөкәй. Беҙ бәләкәй саҡта беҙгә әсәйҙәребеҙ шундай ҡаҙҙың бер осонда, ҡойроҡ осонда ғына була торған әйбер, уны киҫеп алып, киптереп, бына шулай балалар кейеменә күҙ теймәҫкә эшләй торғандар ине. Рәхмәт. Күҙ теймәһен. Артабан дауам итәбеҙ. Беҙҙең артабанғы ҡатнашыусы Өфө ҡалаһынан Мингалимова Фаниса Мутагаровна, город Уфа. Кадерле тамашачылар, онлайн ҡараусылар. Напоминаем, что идет номинация «Детская одежда». И следующий участник из города Уфа Мингалимова Фаниса Мутагаровна. Рахим итегеҙ. Добрый день, уважаемые жюри, дорогие зрители. Меня зовут Мингалимова Фаниса Мутагаровна. Я сама родом с Кармаскалинского района, деревня Старый Акташ. В данное время я проживаю в поселке Нагаево, занимаюсь шитьем, реконструкцией башкирской одежды. Сегодня вашему сведению предоставляю башкирскую национальную детские костюмы мальчика и девочки. Башкирские детские костюмы у детей особо не отличалось от взрослых костюма. На голове носили тюбетейку. Тюбетейка шита из драпа натуральной ткани. Здесь носили рубашку, рубашка, штан. Поверху рубашки идет кушак, янцык. Обувь, старинная обувь, сарык носили. У девочек одежда тоже не отличалась от взрослой одежды. Наверное, на голове только отличие. Девочки до замужества носили маңлайса. Внутри идет ночная сорочка, кульдяк, штан. Внутри штан у ребенка. Потом идет платье, шито из штапеля. Идет камзул. Камзул шито тоже из натуральной ткани, украшенной позументами. Дальше идет нагрудные украшения сельтер, хасите. На хасите пришивали оберег. Там пришито дуа, Коран. Буквально вчера только доделала. Здесь идет тесмяур. На ногах идет сарык, старинная обувь. Такие носили дети. Вот. Я думаю, что культуру Башкортостана, историю нужно поднимать, все это передавать детям. Я свою работу люблю, занимаюсь уже 3 года реконструкцией башкирского костюма. Хожу в студию Сельтер, мне очень нравится. Спасибо за внимание. Үҙегеҙгә рәхмәт, Фаниса Мутагаровна. Һеҙгә һорау бар, тыңлайбыҙ жюри ағзаларын. Һеҙ мына ҡыҙ баланың әлеге күрһәткән әйберҙәрҙе берәйенән ҡарап эшләнегеҙме, нисек итеп кейендерҙегеҙ? Әйе. Ҡайҙан күрҙегеҙ? Мин из книги Шитовой смотрела. Унда икәүе лә бар инеме, мына яҡа тибеҙ. Әйе, анда обувь ҡаһатлык бар. Икәүе лә бер юлы ошолай кейеләме ул? Мин күргәнем юҡ, шуға күрә һорау бирәм. Был хасите слева на правую сторону одевается.
Обычно вот детям одевали хасите, детское хасите. Вот. Силтер да хаситен ле бирге ошой киген де күргән булмаганга күрә һезгә һорау бирәм. Кайдан алдыгыз буны ди? Силтерне кигәннәр, әйе, кигәннәр. Ул китаптан караным. Сәлимә Көтүдәгә. Хәерле көн. Сыныпта бұл коллекцияға да қарағанда қыз киім егет малайдың төбәтәйіне һеҙҙең өсөн һәм тамашасылар өсөн әйтеп үтерне бер-ике кәлимә һүҙ, сөнки беҙҙең нисектер стёганный тип әйтәләр русса, стёганный төбәтәй булырға тейеш. Мында һеҙҙең стёганныйығыҙ әҙерәк кенә мына өлгөрмәйерәк булған микән формаһын ҡараштырырға кәрәк булыр. Һәм өлгөрә алманым. Эйе, шуны күренеп тора, һәм дә бында селтәр менән хәстәне бергә тағырға дигән ундай традиция беҙҙең ерлеккә, кайһы ерлеккә төбәнеп һеҙ эшләнегеҙ дигән һорау була. Для русскоязычных зрителей, еще раз повторюсь, очень вкратце, нагрудник сельтер и нагрудник перевязь, соответственно, головной убор, они немного не соответствуют, допустим, какому-то либо географическому или, так сказать, локации, да, нашей республики или вне республики, региона, где проживают башкиры. Поэтому, наверное, вам нужно будет еще хорошенько поработать над образом. Хотела свою работу показать. Да, но очень хорошая работа, на самом деле. Все своими руками. Да, удачи вам. С натуральными тканями. Спасибо. Үҙегеҙгә рәхмәт, Фәнисә Мутагаровна, беҙ һеҙҙе оҙатабыҙ икенсе ҡатнашыусылар эргәһенә. Артабан давам итәбеҙ, уважаемые друзья. Второй международный конкурс мастеров башкирского национального костюма «Тамга» продолжается. И в номинации «Детская одежда» мы приветствуем сейчас Насырову Зульфию Фаритовну, город Уфа. Зульфия Фаритовна, рахимитегез сәхнәһеҙҙеке. Добрый день, уважаемые члены жюри, дорогие зрители. Я Насырова Зульфия Фаритовна, мастер творческого объединения «Кашмау». Родом я из Баймакского района, сейчас проживаю в городе Уфа. В составе творческого объединения «Кашмау» я участвовала во многих мероприятиях, конкурсах, семинарах, выставках и шила в основном взрослую одежду и аксессуары. Конкурс «Тамга» вдохновил меня пошить детскую одежду, в частности для моих дочерей. На конкурс я подготовила 2 вида костюмов. Первый костюм – это костюм зауральских башкир. Состоит из платья, платье с широким подолом, с 2 оборками, с защипами, отрезное по талии. Камзол из темного сатина с подкладом, по краям обшит позументом. Обувь, сарыки с суконным голенищем. И под платьем у нас штаны с широким шагом, оштан. Головной убор, такой кокетливый колпак, который надевали под шаль или под платок. И также кушьяулык под подбородком хахалдерек. И главное украшение любого женского костюма – это нагрудное украшение хасита. Адиля, продемонстрируй костюм. При пошиве этого костюма за основу я взяла фотографию с Национального музея Республики Башкортостан 1930 года. Там запечатлена девочка с Аргаяшского кантона. И мне показалось, что моя дочка очень похожа на эту девочку. И прям мне очень захотелось увидеть ее в этом образе. Второй костюм у нас костюм демских башкир. Здесь льняное платье с 1 оборкой, с защипами. Головной убор, девичий головной убор манглайса. Также у нас штаны с широким шагом и обувь сарыки. И особенность демского комплекса – это нагрудное украшение тип сакал. Здесь нашиты различные монеты, бисер, цепочка использована, подвески. И дополнение к этому костюму я использовала платок француз яулык. Этот платок остался от моей бабушки, как память, как наследие, и я дополнила этот образ этим платком. Амиля, продемонстрируй.
все время моего творчества мои дети были рядом, и они видели, как я шью, как изготавливаются нагрудники, костюмы. Они жили, можно сказать, среди бисера, монет и лоскутов, и таким образом я считаю, что они получили какую-то долю культурного воспитания, и это у них останется в памяти. Они узнали больше о башкирском народе, о культуре и одежде. Спасибо вам. Это, надеюсь, не только останется в их памяти, но они сами, вот эти красивые девочки, сами подрастут и сами сошьют себе костюмы. Уже ускасинде дорого. Дорогие друзья, мы напоминаем, что у нас выступала Насырова Зульфия Фаридовна, город Уфа. Рахмат хедеге. Это одатабы. Катнашчылар одатыр алдынан биде хорау бар жюри агзаларынан якыныраак келебиз. Бана был Дин башкорттары кыдының. То, что вы кушяулык здесь сами прибавили или где-то это так было? Потому что Дин башкорттарында андай көрінмейді. Это не кушляулык, это просто я Француз покрыла. яулык. Да, просто француз яулык. Я ее просто покрыла голову. Ага, сами этот... Да, ну вот я смотрела фотографию Круковского, там была девочка, тоже вот в длинном платье с нагрудным украшением сокала, и на голове была повязан платок. Понятно, но то, что французское вы сами решили, такое решение ваше сугубо, да? Сак кына заманлаштырган тема биде. Yok. Рахмат. Сәлимә, әйтер һүдең бармы? Уважаемые друзья, сейчас идет конкурс, и у нас 36 участников, и в каждой в 5 номинаций нам надо выявить по одному победителю, и мы в онлайн-формате, в офлайн-формате сейчас обсуждаем, и членам жюри непростая работа, и благодарим всех участников, все серьезно подготовились. Стойте, гафу итегез. Тагла хоро бар. Я бы хотел сказать спасибо за эту работу, потому что здесь, посмотрите, какое качество. Пропорции соблюдены. И ДНК башкир, вот оно все здесь. И убедительно, хорошо, и так очень культурно. Спасибо. Спасибо большое. Өтегізге рахмет. Одатабы тәді. Онлайн қараушылар алқышлап ұлтыралар деп ышанам. Артабан давам етеді балалар костюмы номинациясында бізге қосыла Мияке районынан Сулейманова Гульнур Шамиловна. Приветствуем участников из Миякинского района Сулейманову Гульнур Шамиловну. Гульнур Шамиловна, рахим етегіз. Хаумағығыз, құрметлі жюри ағзалары. Менің етексім Султанова Филиза Яхфар қызы. Мен өзім Сулейманова Гүлнұр Шамил қызы. Тамян Тоймас ауылы Мияке районынан келдік. Мияке районы Тамян Тоймас ауылының Ақтирек Башқұрт фольклор коллективінің әудем ұқзағымын, ұстабикемін. Ауылыбызда 3 ел ішләп келген Ақтирек фольклор ұқзалары өзіміздің төбәккә генә хас болған. Өзіміздің Мен, Тамян ыруының милли киемдәрен өйрәнеп тергезу эше алып барабыз. Коллективка балаларды ялеп итү нияте менән балаларның милли киемен өйрәнеп, тарихи сыгынактардан мәгълүмат туплап, балалар киемен тергезә башланак. Бұл милли балалар кием коллекциясы Банаһы кыз баланың баш киеме маңлайса, мин моны Нейшитова Светлана Сергеевнаның китабында күрдем. Элекке вакытта күз тимәһенесен балаларга шундай маңлайса тегеп кидергәндәр. Кортмаш менән сәйләндәр менән бидәгәндәр. Баланың артқы яктан хаклау өчен яман күздәрдән сәсен яшереп менә шундай бидәүс яһагандар. Менә бул кием без үскән вакытта киеп үскән камзул, күлмәк һәм ыштан. Аның исендә ние бар, искелеге бар. Без кигәндә ул хырылып эшләй торгайны. Бидәүстәр менә шулай сигелеп тамбур белән куела торгайны.
шул вакытта шулай ук байрамдарда балаларга да хәситә һәм хакал кидергәндәр. Рәхмәт игътибарыгызга. Үҙегеҙгә рәхмәт, Гөлнур Шамиловна. Әгәр дә жюри ағзаларының һораулары булһа, без ишеттерәсәкбеҙ. Һорау бар. Тыңлайбыҙ. Хәйерле көн. Бөгөнгө һеҙҙең күрһәткән ҡыҙ баланың кейеменең ерлеге ҡайһы яҡҡа хас? Һеҙ шуны әйтә алаһығыҙмы? Һеҙ шуны әйтәһегеҙ Нишитованың китабынан, Светлана Николаевна Нишитованың китабынан ҡарап, аны ысынлапта гравюра. Мең ырыуыныҡы, мин үҙем мең ырыуы, мына ошо күлдәкте һәм дә нейҙе камзулды, ыштанды кейеп үҫкән баламын. Һеҙ шулай ҙа әйтәһегеҙ инде үҙегеҙ Маңлайсаны ҡараным, Шитова. Маңлайса Шитова. Онда ҡайһы райондыҡы тип яҙылған ул Маңлайса? Ул бит Инйәр башҡорттарының Маңлайсаһы, шулаймы? Һәм дә ҡашмау һымаҡ уҡ, түшелдеректәр һымаҡ уҡ һәм ошонда һаҡал, хәситә һымаҡ, уның төҙөлөшө лә төрлө була. Шуға күрә һеҙгә үҙегеҙҙең яҡтың, бәлки мәктәп музейҙарын ҡарап, башлыҡ мына ошондай Маңлайсаларын ҡарарға кәрәк булыр киләсәктә, йәме? Рәхмәт. Рәхмәт үҙегеҙгә. Беҙ һеҙҙе оҙатабыҙ. Сөләймәнова Гөлнур Шамиловна Миәкә районынан булды. Ҡәҙерле тамашасылар, хәҙер жюри ағзалары, беҙ хәҙер һеҙҙең менән Zoom бәйләнеше аша киләһе ҡатнашыусылар менән бәйләнешкә сығабыҙ. Через Zoom подключение мы с вами подключимся с участниками следующими. Московская область, Курамшина Гульнас Фанировна. Бәйләнеште тикшерәбеҙ, сәләмләйбеҙ һеҙҙе. Тауыш сыҡмай, ишетмәйбеҙ. Техник сәбәпле. Хәҙер беҙҙең операторҙар бәйләнеште төҙәтәсәк. Микрофон включен, да, у вас? Эйе, ишетәбеҙ. Бына ишетәбеҙ, бына яҡшы. Гөлнас Фанировна, әйҙәгеҙ, башлағыҙ. Хәйер. Хәйерле көн, хөрмәтле яҡташтар. Большой вам привет из Москвы. Приветствую всех членов жюри, участников конкурса. Очень бы, конечно, хотелось быть рядом с вами и защищать свои работы, но сегодня я в онлайн-формате. За пример, в этом году на конкурс я подала заявку «Детский костюм», номинация «Детский костюм». Пример я взяла фото Башкирочки Челябинской области Аргаяшского кантона. Надеюсь, сейчас операторы выведут фотографию, чтобы было легче понимать то, что я говорю. Да, вот фотография. Получается, сейчас я вам продемонстрирую работу. Дочка у меня на тренировке, к сожалению, поэтому без модели придется продемонстрировать. Вот такое платье из советской хлопковой ткани. Старалась я придерживаться традиционного кроя, то есть здесь у меня есть ластовицы, как следует шить в традиционном крое. Продублирован подол платья вторым слоем ткани. Это делалось для того, чтобы сохранить от износа платье. Использовала хлопковую тесьму для украшения. Хотела, конечно, использовать и такую цветную ткань, но она немножко сливается с фоном, поэтому использовала цветные такие ленты хлопковые. Здесь также оборки. Обработала, использовала деревянные пуговицы, чтобы все было натуральное. И петли обработаны вручную. Камзол из хлопковой ткани, так же, как на фото, украшен металлизированной тесьмой. И детская перевязь. В детской перевязи также все натуральные хлопковые ткани использованы советского периода. Монеты советские и украшенные вот такими бляхами со вставками из натуральных камней и вот стекла. И украшена настоящим галуном металлизированным, армейским. Вот такая перевязь. А для дополнения образа также я сшила тюбетейку, как на фото, стеганая, тоже из бархатной ткани. Все вручную здесь выполнено. И дополнялся образ шалью.
В дальнейшем планирую одеть своих сыновей, 2 мальчиков, мужа. И в связи с этим большая просьба к участникам, к организаторам, вернее, конкурса такого хорошего, большого, чтобы была продумана еще дополнительная номинация, так как участники не могут принимать участие одновременно в нескольких номинациях. Хотелось бы, чтобы была еще одна номинация семейная, где можно одновременно представить мужской, женский костюм и детский. Надеюсь, думаю, что многие участники поддержат эту идею. Большое спасибо за внимание. Всем здоровья и хорошего настроения. Гульнас Фанировна, хораудар булдыр. Юк, хораудар. Былай мин дә хәзерәк белгескә әйләнә башланым. Бик тиздән Юлай агайга урнак алып, хочу шить в дальнейшем сошью костюмы для своих детей, мужа и ведущего, тебя это хотелось добавить. Итак, номинации «Детская одежда» были 6 участников. Сейчас я хочу спросить наших членов жюри, которые присутствуют из других стран онлайн, есть ли у них какие-то комментарии, вопросы и пожелания по первому конкурсу. Давайте свяжемся с ними. Онлайн аша бәйләнешкә сыгабыз. Без һәдә ишетәбез, тыңлайбыз. Уважаемые члены жюри, онлайн формате Узбекистан, Германия, Польшанан, без һәдә тыңлайбыз. Ошы детская одежда, по номинации детская одежда, какие будут ваши комментарии и пожелания? Хамагыз, ватандаштар, һез мине ишетәгезме, юкмы? Ишетәбез, яхшы. Әйтә. Ишетәм, рахмәт. Һезгә сәлам. Лейпцигтан әйтергә әйтәйнем, всех можно, в принципе, всем дать 7-10 баллов, конечно. Все вот вы так хорошо все сделали. И трудно вообще что-то. Кого-то поставить лучше, кто хуже. И, ну, видно, конечно, кто-то, если кто-то не профессионально это делает и волнуется, когда он что-то выступает. Но мне, например, хотелось бы лично отметить вот Фаисия Матагалова из Нагаева. Очень мило все это сделала. И, понятно, есть члены жюри, которые это с определенной фотографии делают образ одежды. И ну, это же тоже процесс, он же тоже меняется, и жизнь меняется, и те фотографии, которые тогда были сделаны, они тоже не на 100% освещают то, что было на самом деле. Вот, и поэтому я бы не так строго со стороны жюри оценивал бы все, вот, чтобы прямо до деталей было подходило, это Демский район или не Демский район. Вот, все наряжались как могли. Рахмет. Рахмет. Артабан тагла кимден әйтер хуйды бар. Уважаемые члены жюри, которые смотрят нас онлайн, есть у кого что добавить? Что-то? Тимак, есть, да, добавить что-то? Гульнас Фанировна, Мәскәүдән һез бәйләнеште өйдә алагыз, без хәзер жюри әгъзалары белән һөйләшәбез, һезгә рәхмәтләрне белдереп, һез белән һаулашабыз. Рәхмәт. Так, у членов жюри Рәхмәт, сау булыгыз. Нет слов дип әйтәйек микән? Улар ул тиклем усал баһаламагыз дип тәкъдим иттерделәр инде. Гөлнар Сабитовна, һезнең әйтер һүзегез бар? Омагыз хөрмәтле безнең башкорт киеменә битараф булмаган тамашачыларыбыз. Добрый день, уважаемые организаторы, коллеги, участники. По мнению наших коллег, членов жюри, в этом году, чем в прошлом году, детская одежда, в номинации «Детская одежда» лучше подготовлена, активнее, и по качеству они отличаются, чем в прошлом году. Это нас всех радует, но нас также радует, что приняли участие из Московской и Челябинской областей. И, к сожалению, из города Уфы это тоже очень даже хорошо. Из столицы, раз интересуется детскими костюмами, это тоже отрадно. Из районов всего Крымскалинский, Миякинский, вот лично меня, я думаю, другие члены жюри тоже скажут,
это маловато, потому что Зауралье не представлено, потом север, запад, восток тоже, а там тоже очень интересные есть возможности показать, воспитывать детей именно в том духе, по именно местным образцам. Поэтому пожелание такое, чтобы вот это в дальнейшем, на следующий раз учли и приняли участие. А так, огромное спасибо всем участникам. Если дети наши сегодня полюбят наши костюмы, это значит, есть будущее у нас национальных костюмов. Спасибо. И дополнить, наверное, мое слово Александр Данилович. Ну, вообще, надо сказать, дети, понятно, что это такое детское обаяние. Но здесь национальная одежда и ДНК, оно везде присутствовало убедительно, хорошо, и это радует. Правильно сказали, что в прошлом году детская одежда была очень скудно так представлена. В этом году очень хорошо, достаточно полно и убедительно. Мне тоже понравилась коллекция детской одежды. Это действительно воспитание культуры, воспитание национальной традиции. И закладывает действительно в детскую такую психику очень хорошую такую основу. Спасибо. Я хочу поблагодарить еще участников. Они у нас, хотя не прошли на финал, были участники с Италии и из Турции. Тоже вот детский костюм в номинации «Детская одежда» были представлены какие-то вот работы, но они сценические, поэтому не прошли. Поэтому в дальнейшем мы ждем и из других стран более подготовиться. Желаем всем удачи и побольше читать и изучать наши истории. Да, выдержать по положению, изучить, как нужно готовиться. Поэтому спасибо большое всем участникам. Спасибо большое участникам номинации «Детская одежда». Сынлап табына положение бар ядылган. Читайте внимательно положение и ждем на следующий международный конкурс Тамга обязательно участников побольше с районов Республики Башкортостан и не только, и с областей и краев нашей необъятной родины. И зарубежья, конечно же. А наши участники готовятся к следующей номинации. Следующая номинация у нас современный авторский костюм. Заманца автор костюмына әдерлік бара бірнеше минуттан қатнашушылар менен осырашырбыз. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Залия Исакаева, приехала из Челябинска, участвую в конкурсе Тамга номинации «Детская одежда». А что послужило основной мотивацией для участия в конкурсе? Ну, основной мотивацией это был человек, который меня направил, вдохновил, поверил в меня. И я, собственно говоря, наверное, благодаря ему приехала сюда. Это очень известный человек, собиратель, этнограф, реконструктор Акулов Александр Анатольевич. Благодаря ему вот я здесь. А как давно вы занимаетесь рукоделием, в частности, изготовлением национальных костюмов? Не поверите, месяца 3-4 тому назад, да. Я раньше шила только постельное белье раз в год, а настолько вот вдохновилась вот этим направлением, и мне просто хотелось пропагандировать башкирскую культуру, башкирскую одежду. Я понимала, что я сама плохо знаю свои особенности национальные, и вижу, что у нас в регионе тоже это только-только начинает развиваться, и вот хотелось вложить какой-то вклад, сделать, вот, и настолько вот втянулась, что вот пришло это до того, что я стала участвовать в Тамге. А как вы оцениваете ваше выступление сам? Мне сложно себя оценивать, потому что претенденты все достойные. Я видела, как делаются костюмы у детей, настолько детально. Они, мне кажется, они лучше даже в деталях, лучше, чем мой костюм. Поэтому я не могу судить. Очень достойны все претенденты. Я так понимаю, это ваш первый конкурс, да, в таком формате? Совершенно верно. Вообще в любом формате. Это мой первый в жизни конкурс. А тем более международный и республиканский. Это просто такое волнение было
не передать. Детская номинация казакин, рубашка, штан и тюбетейка на мальчика. Я так понимаю, вы занимались, подготовка шла где-то 3-4 месяца? 2 месяца была подготовка, да. Вот в самый последний момент мне, собственно говоря, и приняли решение, что давай иди. И мы буквально за 2 недели был сшит костюм. То есть определен, что мы будем шить, какой комплект выбрали именно вот детский на мальчика костюм. Это большая редкость, как бы в основном это на девочек все шьется. Мы решили пойти другим путем и выбрали костюм на мальчика, потому что мальчиков надо тоже одевать, чтобы они не ходили в стилизованных концертных сценических одеждах. У молодежи сейчас такое понимание сформировалось, что башкирский мальчик, батыр — это шапка салаватка, это куча меха везде, орнамент нашит, золоченое что-то там, красивые сапоги. И мы решили сломать этот стереотип и нашли столетней давности экземпляр из частной коллекции Анатолия Александровича. И по нему я повторила полностью, практически нам удалось и в цвет попасть, и в материалы, и вообще вот все в детали кроя, потому что национальная народная одежда, она как проста, так и сложна в нашем понимании, потому что мы привыкли к другим выкройкам, мы привыкли к другим фасонам, вот, и это сложно понять, но это настолько функционально, когда ты понимаешь, что как правильно, как функциональна одежда национальная, что просто удивляешься и восхищаешься нашими предками. А какие сложности были? Сложности нужно было понять, как ложится деталь по основе, расположении, то есть она должна правильно лечь. Если ты неправильно разложишь ткань, то ты не получишь копии образца. Вот. И эти нюансы нужно было учитывать обязательно. И ваше мнение насчет конкурса? Нужны ли такие конкурсы? Вот второй год подряд у нас проводится, у нас конкурсов работ достаточно много приходит, и вы в числе финалистов, так скажем, сейчас полуфинал идет. Да. Ну, что могу сказать? Масштаб колоссальный. Я вообще удивлена уровнем подготовки как со стороны организаторов, так и со стороны участников. И настолько, скажем так, готовятся тщательно, щепетильно, все волнуются. Там такой ресурс бросается на изготовление, да, там, выбранной номинации. Ну, это говорит о высоком уровне, это говорит о высокой заинтересованности. И это вдохновляет, что дух башкирский, он не потерян. А как развито вот это направление именно в Челябинской области? Как вот занимаются национальными костюмами, именно башкирскими? Проводятся ли мастер-классы? В Челябинской области начиналось, несколько лет тому назад, проводились у нас мастер-классы с поддержки, я так понимаю, республики. Но сейчас у нас уже выросли свои мастера, появились, которые сами самостоятельно проводят мастер-классы и по изготовлению головных уборов, по платьям, по верхней одежде, вот, по игре на инструментах, по стрельбе из лука, танцы. И, конечно, это радует, что за всем этим стоит молодежь. Зачастую, во многом, там организаторами является молодежь. И молодежь подхватывает это направление. Спасибо большое. Удачи вам. Уважаемые друзья, члены жюри, мы продолжаем второй международный конкурс мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Все, кто нас смотрит на YouTube-канале Республиканского центра народного творчества, напоминаем, что сейчас мы приступаем к оценке второй номинации. Это современный авторский костюм. Заманса автор костюмы катнашучыларын сәлемләбез һәм безнең беренче катнашучысы Өфө каласыннан. Наш первый участник из города Уфа — Исхакова Альбина Хажимовна. Альбина Хажимовна, сәхнә һезнеке дип әйтәбез. Рәхим итегез.
Мин Исхакова Альбина Хасмөхәмәт кызы. Ошо Камгала катнашырга шул кадәрле куанып риза булдым. Мына бүген һеҙгә безнең эшләремде алып килдем. Мин генә һөйләмәясәкмен. Минең ассистентым бар, мына безнең Ахтареева Әлфия. Чөнки мин һөйләргә бик нык хәлем етмәй, хәлем юк. Шуның өчен без икәүләп һөйләшербез. Коллекцияның исеме русча әйткәндә нежность дип атала. Ничек тәрҗемә итәргә? Нав бик яхшы. Бұл коллекцияны эшләр алдынан әлбәттә мин бик тулкынландым, катнашырга микән, юк микән дип аптыраным. Чөнки ана кургыр вирус йыгып алып куйды. Яра, бирешмәдем, эшләнем. Килдем һеҙҙең янығыҙға. Иптәштәремдең ярдәме менән. Бұл коллекция румындарда өйрәнеп кайткан шөгыль. Уларның милли шөгыле был. Шунда барып яшәй башлагас, шул кадәрле хукландым ошо эшкә. Улар бөтә ердә шул эш белән мәшгуль. Урамда булһынмы, диңгеҙ буйында булһынмы, бисәләр бөтәләр шул белән мәшгуль. Мин тел белмәгән кеше, шуға нисек итеп өйрәнергә дип аптырап йөрөйем яндарында. Шәм бер ниһаят урамда ошондай гына жгутиктарны таба алдым. Табып алдым да, кайттым да шуны һүтәм. Һүтәм дә бәйләйем. Шулай итеп мин үҙемсә шул нәмәне өйрәнеп алдым. Оны эшләр өсөн башта жгутик эшләргә кирәк. Әлфия, ҡайҙа киттең? Жгутик эшләргә кирәк. Жгутик эшләмәйенсә быны эшләп булмай. Шунан һуң Өфөгә ҡайткас, күп сараларда ҡатнашырға тур килде. Шам иттем, нишләп был эште беҙ үҙебеҙгә йәлеп итмәҫкә икән? Сөнки беҙҙең бит сәнғәт бер. Донъяла бөтәләп бер эште эшләй. Уйлап йөрдөм дә, ипләп кенә үҙебеҙгә хас булған хәситәне эшләй башланым. Шу макрама менән. Һәм ниһаят үҙемә лә оҡшап китте, ҡыҙҙарыма ла оҡшаны, улар да мине ҡеүәтләнеләр. Шулай итеп, мына мин байтаҡ ҡына коллекция эшләп ташланым. Хәҙер уны һеҙгә күрһәтергә ҡыҙҙар әҙер торалар бит. Хәситә дип атала. Боронғо беҙҙең милли кейем. Арҡыры таҫма тиһәң дә ярай инде. Ә минең өҫтөмдә камзулдың бәләкәсе. Бәләкәй генә камзул ишараһы. Булдымы? Ризаһығыҙмы? Рәхмәт һеҙгә, Альбина Хашим ҡыҙы. Жюри ағзаларынан һорайыҡ, һорауҙары бәлки барҙыр. Тороп тороғоҙҙа үтенәбеҙ. Альбина апай, беҙ шул хәтлем һоҡланып ҡарайбыҙ һеҙҙең күҙ теймәһен иң тәүҙә дәртегеҙгә. Һеҙ һәр ваҡыт Башҡортостанда ғына түгел, бөтә Рәсәйҙә йәшәгән өләсәйҙәрҙән дә алдан барыусы, барыһын да уҙҙырған иң шәп дәртле апайҙарҙың оҫта бикә өләсәйҙәрҙең береһеһегеҙ.
Һеҙгә ҙур рәхмәт, ошондай матур эштәрегеҙ өсөн. Һәм һеҙҙең артығыҙҙан бит йәштәр эйәрә, шуға һеҙгә оло рәхмәт әйтәһем килә иң тәүҙә. Һәм белдерсәтмәһен. Альбина Хажимовна, огромное вам спасибо. Но есть у вас в плане еще, кроме этого, в дальнейшем предложить нашей молодежи еще какие-то интересные именно аксессуары для молодежи, для детей, может быть, еще. Есть такие планы у вас в будущем? Ул минең планын әллә ҡасан монда йөрәгемдә йөрөй. Именно йәштәргә менә ошоны өйрәтергә дигән. Но әлегә баягы пока йәштәр әле бер дә ылыгып бармайҙар. Улар өсөн менә әле күрһәттегеҙ бит. Менә күрһәткән кеүек, ошондай теге элементтар, безнең милли элементтарҙы тағы ла бына ошо формалы эш менән күрһәтергә пландарығыҙ бармы? Бар. Именно ман бу һәм Алла бирә пландар. Баш киеме, сәс, һәм шулай ук беләҙектәрҙе, ниҙәрҙе лә мөмкиндер бит инде, уйлайһығыҙҙыр. Бар. То есть разнообразие, я имею в виду, еще можете, так ведь, предлагать, потому что для молодежи очень нравится, вот когда беләҙек, мол, даже перстень даже из этого, ну, все возможно. Сәсмәүер, мол, нимәләр, барыбер уйлайһығыҙҙыр бит инде, әйбет. Фекерҙәр күп. Эшләгеҙ, пожалуйста, потому что бик матур. Алла бирһә, алда булһын. Беҙ һеҙгә жюри ағзаларын бергә, бар тамашасылар һеҙгә Альбина апай һаулыҡ теләйбеҙ ошондай матур тамаша өсөн. Жюри ағзаларын башҡа. Но здесь очень интересное сочетание культур. Макраме, Башкирия. И причем это не только интересно, но и убедительно очень. Как хорошо легло на образ. Смотрите, какие девчонки стоят. Он удивительно хороши сами по себе вот в этих украшениях. А вот это самое уже старшее поколение тоже удивительно хорошо. И прям по-современному. Именно вот такая светская жизнь. Ведь у башкир была не только загородная жизнь, но была ведь и светская жизнь. И вот мы видим здесь вот этот вот смелый, хороший пример светской жизни. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Рахмат һеҙгә, беҙ һеҙҙе оҙатабыҙ. Напоминаем, друзья, это современный авторский костюм. Номинация продолжается. Следующий участник — город Уфа, Лякина Констанция Сергеевна. Констанция Сергеевнаны беҙ сәләмләйбеҙ. Ҡыҙҙарҙы оҙатабыҙ. Бына ысынлап та бик матур ҡыҙҙар һәм биҙәгестәр, әлбиттә. Лякина Констанция Сергеевна, город Уфа, номинация «Современный авторский костюм». Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Констанция, и я вместе со своей подружкой Муталовой Айгуль создали коллекцию детской одежды «Красный восход». Для нас дети – это словно восходящее солнце, от которого напрямую зависит наше с вами будущее. Поэтому мы считаем, что подрастающему поколению с самого раннего детства необходимо прививать любовь к родной культуре для сохранения и дальнейшего развития традиций Башкортостана в современном мире. В коллекции ярко прослеживаются традиции Башкортостана, используемых материалах. Это такие материалы, как натуральный лен и натуральная кожа, в орнаментах, символике и декоративных элементах. Все, спасибо, Констанция, спасибо, ребятишки. Йоу!
Есть вопросы к нашим участникам? Жюри. Идемте вперед, пройдемте. Фотоға түшейік. Алғарақ барып. Лякина Констанция Сергеевна, город Уфа. Номинация «Современный авторский костюм». Уважаемый жюри. Коллекция, безусловно, хороша, легкая для детей. И вот дети в ней чувствуют себя, посмотрите, хорошо. Ничего их не раздражает, они просто в этой одежде живут. И вот так вот и надо, чтобы дети с элементами этнической одежды, национальной одежды жили и чувствовали себя очень удачно и хорошо. Спасибо. Спасибо, Констанция. Мы возьмем на заметку, как многодетный отец, обязательно учтем и обратимся. Рахмат. Одатабыт. Жюри ағзаларына біз өсінсі қатнашусыны сығышын әзірлейбіз. Кеткілері ләгемейтіні. Снапта очень комфортная одежда, даже дети не торопятся уходить. Третий участник, конкурсант Яркова Зиля Шайхисламовна, Оренбургская область. Оренбур өлкәһенән қатнашусыларды сәлемләйбез. Сәхнә һеҙҙеке, рәхимәтегеҙ. Һаумыһығыҙ. Минең исемем Зилә Шайхислам ҡыҙы булам. Оренбур обласынан килдем. РУМ Утәргән. Здравствуйте. Меня зовут Зиля Шайхисламовна. Я с Оренбургской области, из рода Усерган. Сейчас молодежь наша не носит уже наши традиционные башкирские шали. И я вот придумала для них современные, теплые, легкие одежду легкую. Платье это связанное из пуховой нити. Подклад можно любой, кто какой пожелает. Пончо. Можно комбинировано трикотажем. Капюшон трикотажный, рукава. Очень теплый и удобный, я считаю. Болеро. Тоже связанное из пуховой нити. Кардиган украшен бисером. Обычно можно сейчас платки не носит, из платка, из паутинки вот связала, ну, сложила капюшон. Можно снять, можно положить, можно, если пуговички нет, то можно завязать просто. Из палантина, пожалуйста, получается снуд такой. Если прохладно, можно накинуть на голову. Это пончо просто без капюшона. Легко, удобно.
Рахмат. YouTube каналда каралган рецентенин YouTube каналында әлбәттә кызлар, бәлки тамашачылар үзләренә ошо образны бәлки берәй охшаганын күзәтеп карап алгандыр. Эфиргә төшерәм Зилә Шайхисламовна, Ырымбур өлкәһеннән безнең автор. Жюри, күтәрегез булса, словом. Ну, надо сказать, что коллекция удачная. В каком плане? Мы живем в такой местности, когда тепло для нас очень важно. И действительно, вот эта вот коллекция теплая, уютная, убедительная. И есть очень интересные моменты такие. Мне кажется, нужно делать, работать и дальше продвигать вот эти вот такие уютные, хорошие вещи. Спасибо. Спасибо. Рахмат. Тагла кемдән әйтер күзләре бар? Сәлимә Маратовна. Мөмкин булһа, мин дә үземдең бер һүземдә әйтеп китәм. Яшьтәр буларак, яшь бавынды күрәтәм бит инде үзем монда жюри буларак. Ысынлап та мин һәрбер ошо киемдең кайда киеп барырын күреп торам. Театр, опера, балеты, Мәҗит Гафури театрына, яшьтәр театрына киеп барырын. Ысынлап та һезгә уңыштар, кулыгызның көсе бетмәһен, күзләрегезнең нуры төшмәһен. Һезгә уңыштар һәм зур рәхмәт. Ысынлап та башкортча теленең ошондай итеп матур итеп яңа хулыш алуына бик шатланабыз. Рахмат. Рахмат. Зилә Шайхисламовна, Ырымбур өлкәһе беҙҙе оҙатабыҙ. Ҡыҙҙар, һылыуҡайҙарға рәхмәттәребеҙҙе белдерәбеҙ, ошолай ярҙам күрһәткәнегеҙ өсөн. Рахмат. Современный авторский костюм. Заманса автор костюмы. Ошо номинацияла катнашыусыларҙы сәхнәгә йәнә саҡырабыҙ. Артабанғы катнашыусы беҙҙең Өфө ҡалаһынан Юлдашбаева Роза Рафик ҡыҙы. Юлдашбаева Роза Рафиковна, город Уфа. Рәхим итегеҙ. Здравствуйте. Я в своей коллекции использовала изделия, как бы древних башкир из войлока, но в современном материале фетр, чтобы можно было носить, работать. Она мягкая, приятная и очень удобная для работы. Стилизованный костюм выполнен в современном прочтении, доминантой которого являются ручные вышивки, выполненные тамбурным и веревочным швами, дополненные бисером, металлом, кожей. Мою работу я решила украсить солярным знаком, любимый знак древних мастеров, который мы и видим в старинных изделиях, преимущественно в женских камзолах. Очень хочется дать новую жизнь этому яркому символу старины. Сочетание древности и современности делает эти изделия особенно привлекательными и функциональными в современных условиях. Пойдем? Действительно, вот здесь есть мода, стиль, время. Тут все убедительно, достаточно убедительно. Мало того, что по материалам, а по работе посмотрите. А подойдите к нам поближе, а? Вот чтобы... Ысынлапта буны материалды тотып ҡарай килә. Бик үҙенсәлекле костюм. Видите, да? Обычный фетр. Вот. Там и металл, я смотрю, там и, ну, в общем, все убедительно. И, что очень важно, современно. Модно, современно. Угу. А пусть сумку покажи, пожалуйста. Ну. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Там и тамбурная вышивка, и ручная вышивка, бисер, металл, кожа, все есть. По времени сколько заняло изготовление вот этой красивой сумки? Месяца два. Месяца два? Да, спасибо. если не больше. Искренне благодарим Розу Рафиковну, город Уфа. Номинация «Заманса», автор костюмы. Номинация артабан давам итәбез. Һеҙҙе ҡатнашыусылар араһына оҙатабыҙ. Можно поблагодарить? Һеҙгә рәхмәт. Бына бик үҙенсәлекле заманса костюмдар.
Артабан давам итәбез безнең Туймазы районнан кунактарыбыз, катнашучыларыбыз Краснова Зульфия Рашидовна, Туймазинский район. Хаумхагыт, минем исемем Зульфия Рашид кызы. Әсәем Мәләүз районы Тамьян ру. Әтием Туймазы район Елан ру. Здравствуйте, меня зовут Зульфия Краснова. Туймазинский район, руковожу творческим объединением Тамга. Наше объединение занимается изучением, изготовлением и популяризацией материальной культуры Республики Башкортостан. В большей степени это касается нашей народной одежды и текстильных предметов интерьера и быта. Представленная коллекция разработана на основе этнографической одежды, женской одежды северо-западного комплекса. Этнографы и исследователи давно подмечали и продолжают отмечать особенности этого комплекса. Это особенно касается ввиду лаконичности кроя, обильного декора, именно геометрического декора, который вот именно в большей степени именно представляется в северо-западном комплексе. Наименование коллекции «Зухра», и это не случайно. Народный эпос «Алдар и Зухра». Он родился на берегу нашего озера Кандрыкуль. И красавица Зухра встретила своего суженого именно на берегах нашего озера. В прошлом году прошла наша большая экспедиция по берегам Кандрыкуля, и представленной коллекции используются орнаменты, которые мы находили в частных коллекциях, в музеях, которые вот окружают наше озеро. Вашему вниманию представлена наша коллекция. Я продолжу. Особенностью нашей коллекции, и могу что представить то, что нам очень повезло, то, что у нас более свободный выбор в нагрудных украшениях, в головных уборах. Единое комплексное то, что у нас присутствует такой обильный декор по всему полю платья. То, что касается шейных украшений, то, что мы можем использовать коралл, горга и изюм. А также мы можем это комбинировать. То есть все эти вариации, они были присущены нашей территории. Головные уборы, если в большей степени, в большей части Башкортостана нам более знаком это француз яулык, то здесь у нас на нашей территории это более такая разновидность. Это то, что касается француз яулык, когда он в ординарном исполнении. То есть один платок деликатно декорирован, может быть украшен геометрическим орнаментом и монетами. Или такие же знаменитые и барабинские платки, но сдвоенные. Вот второй модели, прошу, пожалуйста. И также в декорации присутствует, это у нас получается в монетах и металлическом ожерелье получается. Дальше.
обратите внимание на наши платки. И большое распространение получили ажурные трикотажные платки. Я думаю, это благодаря нашим торговым пути. И вот эта коллекция, она более присуща середине 19 века, когда была именно распространена домоткань, и в большом изобилии было выбрано это качество, которое оставалось также и в более домоткани и переходило на современное полотно. Что хочется сказать? Очень этнографический материал. Но в современное пространство включается каким образом? Вот эти вот костюмы стали узнаваемы, применяемы и традиционны в нашей современной одежде. Это присутствует в каких-то обрядовых моментах наших свадебных процессов. Никахларга, ошларга. У нас уже ходит именно в нашей коллекции, вернее, в одежде вот именно вот этого нашего направления, где именно узнаваемы наши локальные особенности. И, наверное, именно благодаря вот этому, то, что они становятся узнаваемы именно в нашем пространстве, поэтому, наверное, авторский, современный, традиционный костюм. Спасибо. Рахмат Удыгадга, автор данных работ Зульфия Рашидова, Туймазинский район, жюри. Есть добавить? И вышивка, так я понимаю, да? Да, совершенно верно. То есть натуральная ткань, это лен, сатин. Но вот благодаря новым технологиям и острому уму нашего нового поколения, которое переводит это на компьютерные программы, они вот в более таким вот варианте становятся нам доступными. Единственное, меня напрягло вот в вашем платье это цветосочетание вышивки. Немножко яркое мне показалось. Знаете, это совершенно изумительный экземпляр. Вот это платье, нашли, вернее, мы обнаружили в Шаранском историко-краеведческом музее. Ну, прям обильно декорировано, да, на черном фоне. Это изумительный материал. Вот мы его буквально по сантиметру все это вымеряли, смотрели и сделали вот на данный момент. То есть вот именно благодаря вот современным полевым работам, экспедициям, слава богу, нам удается выявлять еще новый материал, который вот позволяет именно выявлять локальные особенности. И что отрадно, вот в нашей дальнейшей работе мне было подмечать, то, что к нам в дальнейшем обращались не только территориальные, а вот именно еще и родовые особенности. И это очень отрадно. Зульфия Рашидовна, һеҙҙең эштәрегеҙҙе бик матур эшләрегеҙҙе рәхәтләнеп ҡарайбыҙ ғына түгел, ә кейәһебеҙ килә шундай кейемдәрҙе. Күберәк йәштәргә лә эшләһәгеҙ, менә шул уҡ туйҙарға, төньяҡ башҡорттарында шул хәтлем матур күлдәктәр. Һәм әйтергә кәрәк, экспедициялә беҙ булғанда күп менә шул төньяҡ башҡорттарының 30-лаган районында әле өйрәнеп бөтөлмәгән шул хәтлем эштәр күп. Һәм һеҙ беренселәрҙән булып ошо эштәрҙе күтәреп алып бараһығыҙ, шуңа рәхмәт әйтәһем килә. Я хочу поблагодарить Зульфию Рашидовну за огромный труд, за инициативу, потому что северо-запад у нас не так уж изучены. Именно вот эти платья, они у нас в научных трудах, их нету. Вот она вытащила. Вам огромная благодарность, потому что мы с Зульфией Рашидовной в экспедициях вместе были. Я около 30 районов прошла с ней, поэтому я очень вам благодарна, что вы возрождаете эту культуру. Спасибо большое. Спасибо. Салима Маратовна. Зульфия Рашидовна, действительно, за северо-запад вы отвечаете сегодня именно вы своими работами. Действительно, очень яркие примеры, образы. Номинация «Современный авторский костюм». И хотелось бы, наверное, как-то на будущее именно вот такие вот образы, да, которые непосредственно основаны на национальном
как бы, скажем, прямое прочтение, так скажем, может даже на реконструкцию как-то вот замахнуться, но у вас немножко вот тут осовремененно, поэтому, может быть, как-то на будущих дополнить, или же нам номинацию какую-то придумать, именно как свадебные что-то, вот, в общем, понимаете, да, коллеги? Да, вот Елена Вин дополнит. Ну, я соглашусь, что у нас нет номинации стилизованный башкирский костюм. Вот если бы эта номинация была, это была бы лучшая работа, я так думаю. Потому что это действительно стилизовано, это не реконструкция, это стилизация, но великолепная. Цветосочетания, они действительно в выбранном качестве, фиолетовое, розовое, зеленое, желтое, все это рядом совершенно как бы спокойно существовало. И по поводу нашей номинации «Современный костюм», дело в том, что Зульфия Рашитовна ходит в этом платье, присутствует на современных мероприятиях, как ее собственная повседневная одежда. Так что, да, в этой номинации эти костюмы тоже могут быть. Спасибо. Можно слово? Вот это платье, возможно, увидеть на фотографиях действительно. Я ее спокойно могу одеть в кожаном берете с митингами, с плотным поясом и тяжелой обувью. Почему-то, мне кажется, оно органично и в той интерпретации тоже смотрится. То есть, да, действительно, для меня первый выход в таком несколько так настороженном, я смотрела, думаю, как интересная реакция будет. Мне самой это было несколько, интересно. Но это правда, задача какая? Я недаром сказала в начале своего выступления, что именно исследование, изготовление и популяризация. Потому что новые вещи транслировать в современное пространство нужно, исходя все-таки из традиционных канонов. То, что мы, слава богу, на настоящий момент у нас есть из чего еще находить. И мы находим, и да, действительно, наверное, большая задача и перед жюри стояла, и передо мной, в какую же номинацию подать, то ли туда, то ли сюда. Но и это да. И с другой стороны, действительно вся эта представленная одежда, она используется, она активно используется. И не только со сцены, и не только во время каких-то событийных событий, именно как Сабантуй, где какие-то специализированные мероприятия проходят, а становится именно таким обыденным, когда кунакка барганда, обрядовые ошларға барганда, во время каких-то действительно обрядовых действий, во время свадебных процессов, они становятся все это понятно. актуальны. Где они пользуются, мы уже все видим, понимаем. Но раз вы занимаетесь экспедицией, изучением, хотелось бы еще увидеть для молодежи, как вечернее платье вы искали бы, нашли бы, для посещения театров тоже. Потому что, здесь можно, конечно, выбрать и для театра, но тем не менее вы ищите, пожалуйста, для молодежи, потому что это номинация «Современная одежда». Мы думаем, у вас это получится. Успехов вам. Спасибо большое. Рахмат. Коллекция готовится. Зульфия Рашидовна, Туймазинский район. Мы вас провожаем под бурные овации наших YouTube-зрителей. Номинация «Современный авторский костюм». Какой идет подарок? Авторский костюм заманса автор костюмы катнашусыны. Сакрабат киләһе катнашусы Каримова Насима Нурисламовна, Өфө қалағынан. Каримова Насима Нурисламовна, слово вам. Всем доброго дня, меня зовут Насима. Сама я из Абзелиловского района, учусь и работаю в Уфе. И к вашему вниманию хочу представить свою коллекцию «Современные этнические жилеты с элементом башкирского орнамента кускар». Основные правила, которых я придерживалась при создании данных изделий, это придание максимального комфорта, натуральности и яркости. Источником вдохновения является башкирское народно-прикладное искусство, башкирский орнамент.
Благодарю за внимание. Спасибо. Каримова Насима Нурисламовна, город Уфа, номинация «Современный авторский костюм». Жюри. Да? Подойдите, пожалуйста, сюда, вот кто-нибудь из вас. Якынраак келет. Материал О. Материал — это пальтовая ткань, а орнамент сам — аппликация из Петра, да. Наклей. Барышня-то молодая совсем. Технологии можно отработать. И здесь можно даже строчкой какой-то красивой закрепить. Можно здесь вариантов очень много. Ага. Чисто так технические, творческие. Вон, посмотрите. Спасибо. Спасибо. Большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Ахмед. Спасибо, Насима Нурисламовна. Город Уфа, мы вас провожаем. Далее у нас снова Zoom подключение. И снова у нас участник из Московской области Салихова Нурзиля Зайнуловна. Нурзиля, мы тебя приветствуем. Видно? Всем привет. Здравствуйте. Хаумагадын. Пока мы вас не видим. Все. Курабит и Щитабит, башлагат. Здравствуйте. Меня зовут Нурзиля Салихова. Я живу в Москве и основательница и представительница бренда Ятыген. К сожалению, мне только сегодня утром сказали, что я прошла отборочный тур и должна сегодня выступить. И поэтому у меня сегодня на руках не все костюмы, которые я представила конкурсу. И их мы будем смотреть на фотографиях. Так. Главные наши принципы у бренда Ятыген – это современность, использование орнаментов и традиционных элементов, удобство и универсальность. Наша одежда универсальна тем, что она подходит для всех возрастов. То есть у нас и детская одежда, и подходит от мала до велика. И самое главное, что нашу одежду любит молодежь. Вот такие современные модели оверсайз. Дальше надо сделать. Вот. Орнамент здесь используется на лампасах. Но это не единственное место. Сейчас мы посмотрим там другой костюм. Вот. Одежда, в которой можно ходить гулять, можно ездить в путешествия, можно ходить в гости, даже на работу. Вот. Универсальная одежда для любых ситуаций, для любых погодных даже условий и для всех возрастов и полов. Вот. Мы используем современные материалы, современные технологии и современные формы, чтобы люди носили это каждый день в повседневной жизни. И это действительно так. Люди носят, и мы очень радуемся этому. Вот. А можно показать, пожалуйста, костюм? Коричневый костюм на фотографии. Вот. Он немножко отличается от тех костюмов, которые мы представили. Там орнаменты использованы в новой комбинации и тоже смотрится очень стильно, актуально. И то, что сейчас любит молодежь. Я, к сожалению, очень сильно волнуюсь, потому что у меня было очень мало времени на подготовку, и не успела, просто не успела
подготовить сегодня речь, потому что я не думала, что я прошла. Ничего отборочный тур. страшного. Вот, может быть, У у вас будут... членов жюри есть, да, вопросы какие-нибудь? Есть. Вот Александр Данилович. Есть. В вашей коллекции есть бриллиант, кстати, который вы не показали. Это белое платье детское. Детское платье. Вот оно. Это тоже... Вот это вот детское платье, безупречный, современной хороший технологии. вариант детского платья. И я думаю, если вы сделаете вот от этого коллекцию, будет вообще роскошный вариант такой современной детской одежды. Да, у нас очень много тоже планов, очень много задумок, идей. Просто немножко не хватает времени для реализации всех идей. Вот. Ну, это такой Да, серьезный платье вопрос-то, в общем-то, потому что и торопиться здесь не нужно. Вот у вас есть начало, делайте дальше. Рахмат Нурзиля, бар эштеріңді, идеяларыңды тормышқа ашыруын тілейбіз. Рахмат. Нурзиля менен хаублашабыз һәм Нурзиля тоқтап тұр. Зинхар ғафу итегіз. Елена Евгеньевна тағла хүддер тілектер бар. Ну, я хотела бы, наверное, пожелание высказать. Детское платье присоединяется безупречно. Мы сразу узнаем башкирский орнамент, башкирскую тему, костюм, и в то же время оно современное, детское, вот идеальное. А вот остальные удобные спортивные костюмы, но если бы это не был конкурс, который заявлен как конкурс башкирского костюма, я бы не догадалась, что это стилизованный башкирский костюм. И орнаменты мне это не подсказывают никоим образом. То есть надо, да, подумать, как сделать, чтобы так же, как и в детском платье, это было с первого взгляда, сразу же. Первая ассоциация, да, это вот традиционный башкирский по орнаменту, или пока орнамент мимо пролетает, как-то он не вызывает ассоциации. Коричневый костюм. Орнамент, я считаю, что узнаваемый. Только его у меня на руках нет. Вот на фотографии только можно посмотреть. Ну, я высказываю свое мнение. И есть пожелание поработать, чтобы действительно у любого человека это была первая реакция, первая ассоциация, это башкирский костюм. Пока, на мой взгляд, этого нет. Нурзиля, тоже ей очень понравилась коллекция спортивных костюмов. Я сам тоже люблю спортивные костюмы. Но вот здесь, вот, например, когда были представлены фотографии работ, вот именно там вот Зайнедин у тебя моделью выступал, вот на его спортивном костюме были кельтские орнаменты. Это не башкирский, а кельтский орнамент. Поэтому если мы в Тамге продвигаем башкирскую культуру, башкирские символы, башкирские орнаменты, то я тоже думаю, считаю, что должны быть узнаваемы башкирские орнаменты. Такое мое мнение. То есть пожелание, чтобы в будущем были более узнаваемые башкирские орнаменты в ваших работах. Рахмат Юлай Рафкатович, рахмат Нурзиляга. Бар катнашучылар да ошо сыгыштарын, яны үздерин сыгыштарынын республика Халық ижады үдәгінің YouTube каналында қарай аласақ, сөнки бұл запись-та буласақ. Номинация «Современный авторский костюм». Участников в этой номинации 8 и 8-й участник Таджидинова Гульнара Фарвазовна, город Сибай. Сахна Хедека. Здравствуйте, всем добрый день. Я сегодня вам представлю коллекции, о которых я мечтала очень много лет. Еще со времен, когда я работала с подлинником в музеях, у меня зародилась мечта носить такие платья только в повседневной жизни. Сегодня я вам представлю две коллекции.
коллекция называется «Мама, дочка, Малика». В этой коллекции я использовала лучшие традиции башкирской одежды. Это натуральные материалы, свободный крой и, конечно, наши потрясающие орнаменты. Орнаменты нанесены вручную резным и деревянным штампом в технике верховой набойки. Кто-то скажет, а почему верховая набойка? Ну, она позволяет использовать наши орнаменты, нисколько не искажая смысл, структуру орнамента. Тем более в литературе имеется информация, что наши башкирские мастерицы очень умело работали красителем. Даже есть информация, что по низу белых домотканых рубах наносили красителями полосы. Ну, а я в своей коллекции использовала узоры счетной вышивки башкир нагыш. И, как видите, коллекция получилась динамичной, интересной. И если даже платье смотрится большевато, они шиты в стиле оверсайз, ну, наши модели очень худенькие, а так размеры очень разные. Я взяла стиль оверсайз, чтобы наши мамы вместе с детьми могли в разных жизненных ситуациях чувствовали себя комфортно. И в этих платьях можно пойти на прогулку, по магазинам, в гости, встречаться с подружками. И у всех платьев имеются боковые карманы, очень удобные у детских и у мам. И наша коллекция, я думаю, что достойно представляет наши орнаменты и именно в современной жизни. По этой коллекции все. Итак, автор данной коллекции Гульнара Фарвазовна Таждиновна, город Сибай, жюри ағзалары, һеҙҙең теләктәрегеҙ, әйтер һүҙҙәрегеҙ бармы? Коллекция, да, прям такая культурная. Единственное, что мне как-то вот показалось скучно орнамент. Можно, мне кажется, было его больше разнообразить. Вот это вот. И замечание по крою все-таки. Все-таки конструкция немножко должна быть. Все-таки мы сейчас в современном мире живем, и конструктор должен здесь поработать. Хорошо, вот. спасибо. А так вот добавить, прям мне кажется, вот в эти платья можно добавить орнамента еще такого. Они будут интереснее, Спасибо. удачнее. Но это была первая моя коллекция. Вот повторяться не надо. Вот эту вот ошибку, не вот, Ага, хорошо. понимаете, ведь башкирские женщины, они никогда не повторяли вот чужую работу. Они всегда делали, вот что-то добавляли свое. И в этом был кайф. Да, спасибо. Гульнара Фарвазовна имела в виду, это первая коллекция, еще вторую коллекцию сейчас мы вам представим. Да, еще одна коллекция.
В основе этой коллекции 7 девушек легла пронзительная история легенда о 7 сестрах, которые попали в неволю. И, конечно, они не захотели жить там, и, несмотря ни на что, вернулись на родину. Но конец может быть очень трагичный, но в этой коллекции я хотела показать, что потомки 7 сестер вернулись к нам. Они сохранили не только танцы, но и пронесли через поколение нам вот эти красивейшие узоры орнамента, тамбурные вышивки. В этой коллекции использованы узоры тамбурной вышивки. Все орнаменты срисованы с музейных подлинников, но некоторых я вариации вводила, а так вот в середине 3 платья, они прямо один к одному сделаны. Здесь я добавила многоярусность в платьях, добавила ободки обереги, как я их называю. Там напечатаны узоры хараусов. И в этой коллекции она, несмотря на то, что узоры использованы старинные, один к одному, она очень современна. В этих платьях можно пойти в нынешних ситуациях, в принципе, хоть куда угодно. Они очень стильные, современные. И что хотела сказать, все коллекции выполнены из 100% натурального льна. Они очень комфортны к телу, гипоаллергенны, дышат вместе с телом. И все платья, которые я делаю, все выполняются в единственном экземпляре. Ни одно платье не повторяется. Спасибо, у меня все. Ну, безусловно, коллекция хорошая. В цвете, в орнаменте. Это тоже накатка такая, да? Вот набойка. Угу. И в цвете мне очень понравилось, очень хорошо. Единственное замечание у меня по конструкции. Только. Болды. Аңлашылды. Рахмат һеҙгә катнашканығыҙ өсөн. Беҙ һеҙҙе оҙатып ҡалабыҙ. Итак, мы завершили номинацию «Современный авторский костюм». Заманса автор костюмы номинация тамамланды. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, беҙҙе онлайн рәүештә лә жюри ағзалары күҙәтеп бара, һәм беҙ уларға һүҙ бирергә ниәтләйбеҙ. Азат Галиаскарович, Польша; Ирек Фанурович, Германия; Гульнара Сабырбаевна, Узбекистан; Виталина Владимировна, Кыргызстан. Уважаемые члены жюри, которые судят онлайн, мы хотим предоставить вам слово, хотим спросить вашего мнения по второй номинации. Это современный авторский костюм. Слово вам. Беҙ һеҙҙе ишетәбеҙ, жюри ағзалары. Азат Галиаскарович, әйтер теләктәрегеҙ, һүҙҙәрегеҙ бармы? Так, техник сәбәпле, бәлки улар беҙҙе моғайын точно ишетәләр, беҙ уларҙы бәйләнеш монда саҡ ҡына һуңлабыраҡ килә. Артабан беҙ 3-нче номинацияға әҙерлекте башлайбыҙ. Ҡәҙерле тамашалар, иҫегеҙгә төшөрәбеҙ 3-нче номинация «Башҡорт милли биҙәүестәр». Башкирские национальные ювелирные украшения. Хорошо буду. Теперь включим. Выключим. Где выключить? Хәйерле көн, үҙегеҙ менән таныштырып үтһәгеҙ. Минең исемем Зилә, Шайхислам ҡыҙы, Оренбур облысынан, Рум, Үҫәргән. Был конкурста тәүгә ҡатнашаһығыҙмы һәм ниндәй номинацияла сығыш яһанығыҙ, ниндәй эштәрегеҙҙе тәҡдим иттегеҙ жюри ҡарашына? Мин былай конкурста тәүгә авторский изеле, авторский йәшләр кейеме нимә өсөн беҙҙең башҡорт шәлләре хәҙер китеп баралар, йәшләр кеймәйләр. Шуның өсөн башҡорт шәлләренән тегелгән күлдәк, башҡорт шәленән тегелгән пончолар, болеро,
Яшьләр күрһеннәр, белһеннәр, киһеннәр, башка шәлләре әлләгә дә китеп калмаһын. Был шәлдәр менән касандан бирле шөгыльләнәһегез, бәлки бәләкәй саҡтан кемдән өйрәндегеҙ? Мин бәләкәй ваҡыттан бәйләйем. Авторский итеп өйрәнә яңы гына башланым. 1-2-3 ел нитеп. Бында шәлдәр генәме, бәлки башка төрлө нәмәләр дә бәйләйһегеҙҙер? Шәл бәйләйем, паутинка бәйләйем, шул авторский нимә авторский эшләремдә. Менә ошо конкурста катнашу өчен һеҙҙең төп мотивация булып нимә торҙо? Чтобы күрәтергә, шул шәлде матур итеп киергә була дигәнде күрәтергә. Шәл йылы, чтобы яшьләр киһеннәр, шәлде аудиторияга киеп барырга була, болеро итеп киеп, пончо итеп киеп, кискә нимәгә, урамга прогулкага сыгарга мөмкин. Театрга ла киергә күлдәкләр бар. Никахка киергә күлдәкләр тегәбез. Ҙур рәхмәт, уңыштар һеҙгә. Хәйерле көн. Исемегеҙ кем була? Үҙегеҙ менән таныштырып үтһәгеҙ. Һаумыһығыҙ, минең исемем Нәсимә була. Был конкурста катнашу өсөн һеҙҙең төп мотивация нимә булып торҙо һәм ниндәй эшегеҙҙе тәҡдим иттегеҙ бөгөн жюри ҡарарына? Мин бөгөн современный жилеттарҙы тәҡдим иттем жюриларға. Төп мотивация нимә булып торҙо? Мин күптән инде ошондай костюмдар менән заниматься итәм. Ғөмүмән алғанда, обычный киемдәрҙе, русса әйткәндә, этника менән сағыштырып бергә эшләйһегеҙ. Йә, шулай. Бының менән һеҙ әҙерләү эше менән күптән шөғөлләнәһегеҙ? Шөғөлләнәм 3-4 курстан, то есть 1-2-3 йыл шөғөлләнәм инде. Ҡайҙа уҡыйһығыҙ яң? Нефтяной университет, Өфө дәүләт нефтяной университетында уҡыйым. Ярай, рәхмәт һеҙгә, уңыштар. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Констанция. Какую работу сегодня предложили и в какой номинации вы сегодня участвовали? Я участвовала в номинации «Современный авторский костюм», делали коллекцию для детей. Как давно занимаетесь? И в частности, в этом конкурсе первый раз вы участвуете? Да, это вообще первый опыт у меня личный, вообще первая коллекция. Расскажите подробнее про коллекцию, как долго все это готовилось, какие трудности, сложности у нас были? Я делала не одна коллекцию, поэтому было очень несложно достаточно. Делали с металловой игуль. И трудностей таких не было, и примерно все ушел месяц работы. Кто ваш руководитель или с кем вы вместе работаете? Руководитель Адрианова Ольга Ростиславовна, это наш куратор в университете, тоже нам помогала. Вообще, как окружающие воспринимают ваше увлечение национальными костюмами, именно башкирскими, как ни странно? Я никому не говорила, это вообще первый опыт, узнают, когда посмотрят, так что жду реакцию. Планируете ли еще участие в подобных конкурсах? Да, мне понравилось, я думала, не зайдет, но мне очень сильно понравилось. А не страшно было выступить перед жюри, их услышать мнение, так скажем, тем более первый раз в таком национальном костюме, именно скажем? Не знаю, да, было страшно, на самом деле волновалась очень сильно. И до сих пор волнуюсь, мне кажется. Спасибо.
Уважаемые друзья, наш конкурс продолжает номинация «Башкирские национальные ювелирные украшения». Башқұрт милли бидәүстәре. Бұл конкурста 4 қатнашусы һәм біріншісі қатнашусы Абсалямов Ришат Шамилұлы, Өфі қаласы. Мы приветствуем Ришата Шамилевича Абсалямова. Рахим етіңіз. Всем добрый день. Меня зовут Абсалямов Ришат, мастер по изготовлению ювелирных украшений. На конкурс мастеров хотел представить сделанное из Нейзельберга. Это кольцо, тулпы, подвеска. Оригиналы этих украшений хранятся в Национальном музее Республики Башкортостан и в частных коллекциях. В своих работах хотел сохранить аутентичность, в первую очередь, чтобы для простого обывателя возник вопрос, какого года это изделие. Начну с кольца. Кольцо начала 19 века. Использовал материал Нейзельберг, камень бирюза и коралл, обрамленный проволокой из Нейзельберга. Также добавил серебряные монеты. Фото прилагаю. Второе изделие – это сулпы, также сделанные из Нейзельберга. Использовал камни сердолик с серебряными монетами. Третье изделие – подвеска, также камень сердолик с бирюзой. Четвертое изделие – это каптарма, застежка. Вот в этом изделии получилось сохранить, именно сделать форму оригинального украшения. Фото прилагаю. Итак, в номинации наш башкирские национальные ювелирные украшения. Первый участник Абсалямов Ришат Шамилевич, уважаемые члены жюри, внимательно рассматривает ваши украшения. Вопросы? Гульгина Валитовна. Я очень рада, что вот вы нашли редчайшие экземпляры. Вот это кольцо называется у нас сынгалды балдак. Это характерно нашему зауральскому региону. Поэтому я очень рада, что вы восстанавливаете. Спасибо большое. И сулпы очень хорошие, этнические такие. Хотя вы начали недавно заниматься, это читаемо, что это башкирское. Спасибо большое. Добрый день всем. Ришат, видно, что начал недавно, но твое усердие, оно дает поражение, такое настолько восхищение, что буквально за короткий период мы следим за тобой, радуемся твоим успехам. Ты уже открыл свою страничку, поэтому надеюсь, что в дальнейшем будут у тебя много заказов, и ты будешь продвигать нашу культуру, наши ювелирные украшения. Удачи тебе. Спасибо. Ришатқа рахматтарыбызды білдірәбіз һәм ұзатабыз. Шулаймы, жюри ағзалары? Мастер Салима Маратовна. Хотела бы сказать, в свою очередь, вот эти каптырма, так ведь у вас там лепесточки вот эти, так? Вы приложили фотографии, и хотелось бы на будущее еще более точно, чтобы могли музей пополнять свой фонд, для того, чтобы это была прям неоспоримая копия или реконструкция, чтобы дополнить вот эти реснички, там, да, набивки, вот эти полосочки, насечки, да, правильно скажет Мигуль.
Потому что на сегодняшний день действительно в музеях не хватает, допустим, дополнить какие-то коллекции для экспозиций постоянных. Поэтому у вас рука хорошая, добротная, и заказчиков у вас очень много. Даже я не смогла до вас дозвониться, дописаться, хотела себе заказать. Так что удачи вам, успехов и вдохновения. Ришат уңыштар, без һине оҙатабыҙ конкурсанттарға. Рахмәт, Фабулат. Үҙеңә рәхмәт. Мастер Ришат Шамилевич был. Продолжаем. Номинации «Башкирские национальные ювелирные украшения». Следующий конкурсант Жамалиев Куат Максатович, Оренбургская область. Добрый день, меня зовут Куат, я начинающий специалист. Возьми, пожалуйста. Начинающий специалист, приехал из Оренбургской области, здесь обучаюсь ювелирному делу, интересуюсь башкирской и казахской культурой, в частности ювелирным делом. Я долго думал, с чего бы начать, как сделать первый шаг в этой области. Через некоторое время раскрытия вопроса я, конечно, понял, что лучше начать с сулпы. Так как это очень распространенное украшение как в башкирской культуре, так и в казахской культуре. Эта близость культур меня очень вдохновила, очень заинтересовала. Также хотелось бы отметить то, что я начинающий специалист, и мне не стоит сразу браться за невероятно сложные работы. Ну и за слишком простые тоже браться не хотелось, поэтому я начал именно с сулпы. Серебряные парные подвески были широко распространены у башкир, повсеместно встречались. Так, например, в северных, в западных и в центральных районах эти украшения использовались как костные, а в юго-восточных, в Челябинском и Зауралье они использовались как, прикреплялись к нагрудникам, головным уборам и также украшались верхнюю одежду, парадную, верхнюю, получается, праздничную одежду. Хотелось бы еще сказать, что получается в конце 19 века, в начале 20 века в башкирских деревнях были распространены сулпы с форменными 2 или 3 соединенными между собой кольцами, пластинами, с выгравированными, получается, растительным орнаментом. Также были сцеплены с монетами, либо с ромбической или листовидной формы украшениями. В своем изделии я сделал акцент именно на схожести с оригиналом. За основу был взят материал мельхиор, так как он внешне очень похож на серебро, и за удобство в пайке тоже отличный плюс, конечно. Так, еще получается... В общем, ладно, в завершение хочу сказать. У меня к тебе вопрос. Это твоя какая работа? В плане башкирских украшений. В плане ювелирных украшений. Это моя 3-я работа. Это всего-навсего 3-я работа, да. То есть опыта у меня не очень много, но я планирую набраться опыта еще в течение вот этого будущего года. Еще, конечно же, участвовать, развиваться в этом направлении. Но как мы являемся братским народом, и мы верим, надеемся, что ты будешь и башкирскую культуру нашу продвигать, именно как башкирские вот эти украшения. Да. Это лично моя просьба будет. Но по твоей работе хочу сказать, вот если ты передашь еще ближе к жюри, чтобы они посмотрели. Я его вначале смотрела, видела, поэтому могу сказать характеристику, что
Чеканка сделана довольно-таки очень хорошая. Да, рука видно, что одним словом поставленная рука уже довольно-таки, хотя всего-навсего 3-я работа. Потом здесь мне что нравится очень сильно, то, что ты прям, по-моему, даже как бы под ксерокс сделал, да, вот эту набивку. Верно понимаю? Да, я то есть сначала по шаблону. Да, взял оригинал, чтобы не отходить от него, вырезал, получается, и начертил на изделии. Удачи тебе, спасибо. 3-я работа в плане башкирских украшений, 1-я, да? Куат Максатович Максат улын озатабыз һәм максаттарыңа ирешүен теләбез. Артабанда был конкурста һине яна күрергә өметләнәбез. Рәхмәт. Башкорт милли бидәүсләре конкурсының киләһе катнашучысы Махнева Метусова Мария Владимировна Өфө калаһы без һәдә сәхнә түренә ушу микрофон янына сакырабыз. Метусова Мария Владимировна, город Уфа. Здравствуйте, уважаемый жюри! Хочу представить вам свое изделие «Сулпы». Оно является репликой оригинального изделия, которое мне было предоставлено реконструктором башкирских национальных костюмов. Вот это изделие. Оно было откопано, это конец 19 века. И при изучении данного изделия хотелось выдержать дух, самобытность, характер, присущий башкирским изделиям, и также настроение и динамику рисунка, который передал мастер. И поэтому, это было в первую очередь то, что меня интересовало, это погрузиться в эту тематику и потом уже на основании этого выбрать подходящие материалы, инструменты и способ изготовления. При изучении я поняла, что это было литье, но так как у меня не было доступа к данному производству, то был выбран другой способ изготовления, и в частности изделие было изготовлено с помощью прокатки материала. Материал выбран мельхиор, потому что он по внешним свойствам схож с серебром. Потом выпиловка, гибкая пайка. И за счет того, что была использована пайка, то ушки, они выглядят по внешнему более традиционным виду. Если посмотреть, там они кругленькие такие, потому что литье. Для отображения рисунка была выбрана чеканка. Использован инструмент корневертка и чекан-расходник. Также здесь имеются серебряные монеты. Монеты времен Николая II, конкретно здесь 500-я проба и номиналом 15 копеек. Также они сделаны нарочито не идеально, то есть преследовалась такая гармоничная несимметричность, потому что глаз, если все слишком симметрично, он не цепляется за это. И формы были в точности повторены за оригиналом. Спасибо за внимание. Спасибо тебе. Членам жюри передадим украшения, чтобы они ближе оценили ваши работы. Есть ли у вас вопросы? Вопросы есть? Мария, лично у меня к тебе пока вопросов нету. Что? Оригинал тоже положите, пожалуйста, на стол, говорит. Куркма, оригинал югалмаз. Курка тапшыра сынап табылу тарихи. Мария, лично от меня тебе пожелание, что надеюсь, что ты вдохновишься и будешь также продолжать этническую стилизацию даже, возможно именно реконструкция изделий. И надо полюбить, как мне иногда говорят студенты, башкирскую филигрань, хотя она не именно башкирская, а в изделиях сулпы очень много у нас филиграни. На следующий год надеюсь увидеть вашу работу филигранную. Но изготавливая это изделие, я действительно прониклась, погрузилась, и мне это стало интересно, потому что я стала изучать материалы. Изделия старинные. Даже сейчас я подходила к каждой женщине и просто наслаждалась этими изделиями. Просто фантастика, не знаю. Сама от себя не ожидала, что Спасибо. Мне будет интересно. Микрофон. Или это из-за денег, или такая технология? Или удобство это? Нет, конкретно здесь был
Просто материал немножко был прокатан потоньше за счет этого. И конкретно тут изделие изготовлено из бронзы, а оно тяжелее и увесистее. Хотя все изделия, ну, в основном были из серебра, ну, как я читала. Не могу говорить, что это точно, потому что коммерсё даже называют мастеров серебряники. И поэтому чисто из-за того, что здесь использована бронза, а мельхион полегче. Нет, у меня чисто такой интерес, вопрос такой, потому что я смотрю вот старинные украшения, они по весу это, и уже наши, они такие намного легче, и меня это что-то немножко напрягает. Ну, не было такого нарочито, что надо изготовить и сэкономить. Нет, я бы хотела ответить вам на этот вопрос. Во-первых, это потребители, одним словом, требованием. Вот заказчики закажут, говорят, да, облегчить, потому что на самом деле очень... Нет, я с вами не согласна. Там такая же операция проходит. Единственное, в ваших изделиях, по-моему, толщина миллиметра идет она. Да. А в старинных украшениях тоже есть 1,5 миллиметра, но более 2 не встречаются. Поэтому, возможно, вы на данный момент не чеканные изделия имеете в виду, а именно сулпы. Там, да, там есть 2-миллиметровые. Поэтому в этих изделиях, именно если литейные и чеканные, они сами по себе не ажурные, поэтому они идут тяжелее и прокат потоньше. Да. Вы в следующий раз обратите внимание еще раз к старинным изделиям. Спасибо, всего Мария. доброго. Всего доброго, спасибо, до свидания. Тебе спасибо. И следующий участник номинации «Башкирские национальные ювелирные и украшения» – это Шахаев Марат, город Уфа. Марат, рахимет. Здравствуйте. Я представляю ювелирную мастерскую «Малахит». Мы занимаемся, то есть, изготовлением ювелирных изделий, золота, серебра. Вот, и начали заниматься изготовлением серебряных изделий, традиционных, башкирских украшений. За основу мы брали выставочные экспонаты, литературу, то есть мы черпали информацию из источников, которым можно доверять, можно сказать так. Здесь проиллюстрированы изделия, национальные украшения, которые выполнены нами, как сказать, реплики, современные, то есть которые можно в повседневной жизни носить. Вот. Здесь вот представлена брошь. Это часть костюмного, то есть украшения, но мы ее, то есть, взяли, то есть, и сделали отдельным изделием. Здесь использован агат, сердоликовые бусы. Вот. Следующее изделие это у нас каптурма, разделяемая, тоже сердоликом, тоже по традиционным, то есть за основу взято украшение с музеев. Ну и завершить хотел каптурмой неразделяемой, цельной. Она выполнена серебро, гравировка, чернение. Вот если есть вопросы, пожалуйста, я готов ответить. Да, членам жюри, пожалуйста, экспонаты, ваши украшения. Жюри ағзалары әгерді хораларығыд болға Маратқа, тыңларға әзірбет. Я хотела бы сказать пару слов по поводу вашего творчества. На самом деле мы знакомы с вашими стилизованными изделиями, безупречными, очень красивыми, лаконичными. И очень отрадно видеть ваши работы в реконструкции. Что удивительно, размеры и вот эта утонченность, эстетика, она сохранена. Хотелось бы просто сказать вам спасибо и очень рада знакомству. Спасибо. Есть еще у кого вопросы? Марат, спасибо вам огромное. Изделие на уровне.
Пожалуйста, продолжайте вот эту ветвь, создайте, пожалуйста, коллекцию. Естественно, конечно, цена и серебра, и мельхиора будет отделяться, но все равно надеюсь, что у вас будут довольно такие серьезные заказчики, заказчицы. Эти работы, они ценятся намного дороже, поэтому там, вот даже если смотреть у Гульгины, вот такое вот украшение, да, надеемся на следующий год увидеть такие работы из серебра. Спасибо, будем стараться. Спасибо вам. Мы вас провожаем. Итак, на этом, дорогие друзья, номинация «Башкирские национальные ювелирные украшения» подошел к концу. И мы хотим услышать мнение по данному конкурсу наших онлайн-оценщиков, наше онлайн-жюри. Если вы с нами на связи, да, мы вас видим. Мы вас слушаем. Тыңлайбыз, бәсәді ишетәбез. Микрофон включите, микрофоныңызды қабыдығыз. Микрофон не включен. Ишетәбез. Бая техник сәбәпле һеҙҙең менән бәйләнешкә сыға алманыҡ, шуға һеҙҙең фекерегеҙҙе ишеткебеҙ килә. Слышно? Да, слышно. Слушаем вас. Здравствуйте. Ну, замечательный конкурс. Мне очень все нравится. Я бы тоже хотела, чтобы у нас тоже такие были конкурсы, особенно ювелирные украшения. Сегодня у нас требуют, чтобы побольше было работ. Но из того, что мы видели, мне бы хотелось пожелать, чтобы побольше ювелиров работали в этом направлении. Очень хорошее направление, отрадное направление, что надо такие вещи, конечно, побольше делать. Им удачи, молодцы ребята. Молодые, стараются, хотят, это здорово. Спасибо удачи вам. Творческой. Рахмет, тағыла кем әйтергә теләй? Без һеҙҙең менән бәйләнештә. Мы с вами на связи, слушаем, кто хочет еще сказать свое мнение, уважаемые члены жюри, который... Беҙҙең тамашасыларға үҙегеҙ менән әгәр бәйләнешкә сығығыҙ, таныштырырығыҙ, йәме? Ҡайһы яҡтан, ҡайһы тарафтардан беҙгә яҙаһығыҙ, һөйләшәгеҙ, беҙгә һөйләгеҙ. Бына әйтер һүҙегеҙ бар. Тамашасыларға үҙегеҙ менән таныштырып үтһәгеҙ. Перед тем, как сказать свое мнение, наши зрители, которые смотрят нас на YouTube-канале, хотят с вами поближе познакомиться. Откуда вы с вами на связи и мнение по каждому или по отдельному конкурсанту? Мы вас слушаем и видим. Уважаемые члены жюри, которые с нами онлайн, мы с вами пытаемся выйти на связь. Кто нас слышит, кто нас видит, микрофон передаю вам. Так, меня слышно? Да, отлично слышно. И видно тоже. Здравствуйте, дорогие друзья. Огромный вам привет из Кыргызстана. Я восхищена вашим конкурсом. Молодцы. Мне очень понравились все работы. Мне очень понравилось, как вы это организовали. И я хотела бы передать огромный привет от наших мастеров реконструкции, которые тоже впечатлились той работой, которая проводится у вас в этом направлении. Так уж получилось, что моя специализация – это мода. Я бы хотела сказать, что сейчас, в настоящее время, именно самоидентификация человеческая, каждый старается подчеркнуть свою особенность. Именно использование этнических национальных колоритов помогает обогатить одежду и делает людей гораздо красивее и в жизни. Я благодарю организаторов за приглашение. Я желаю всем участникам творческих успехов, новых идей. Я хочу сказать, что очень трудно было судить, потому что прекрасные работы, и выбирать действительно было очень трудно. Поражало качество, с которым сделаны все работы. Особое уважение действительно ювелирам, потому что про современную моду я смотрела, к сожалению, у нас тут параллельно тоже шла работа, я не смогла сказать.
Но сейчас хочу воспользоваться возможностью сказать, что молодцы, прекрасно работают и очень хорошо этнические тренды находят отражение в современных ваших изделиях. Это очень здорово и получилось просто прекрасно, я в восторге. И огромная благодарность, ювелиры, ваши работы тоже произвели огромное впечатление, мне очень понравилось. И я считаю, что у этого направления есть огромное будущее. Чем дальше, тем больше оно будет пользоваться успехом и популярностью. Поэтому это нужно внедрять обязательно. У вас все получится, я за вас очень рада. И мы тоже хотим подобные конкурсы организовывать у нас в Кыргызстане. Так уж получилось, что культуры у нас тоже, как ни странно, совпадают. Очень много похожего. Так что я думаю, что всем будет очень интересно, и я желаю вам всем удачи. Рахмат, Кыргызстанга кайнар салям, уважаемые члены жюри и YouTube зрители. Мы вам напоминаем, что у нас еще осталось 2 номинации. Сейчас мы будем подготавливаться к номинации. Есть что-то сказать, да? Онлайн жюри. Я слышу голоса. Да. Амат. Хамат. Сізге көп сәлем Германиялан, Едік Байшев. Сізге хиләші. Прекрасные изделия ювелиров. Хотел сказать по ювелирным изделиям 2 слова. Очень рад, что многие молодежь этим увлекается и показывает эти изделия красиво. С своей стороны хотел бы рекомендовать Азата Кужина, он тоже наш член жюри, чтобы эти молодые ювелиры могли с ним связаться. Он прекрасно делает проекты, как сама эта ювелирное изделие может выглядеть. Вот хотел бы рекомендовать Азата Кужина нашим молодым и состоявшимся ювелирам. Рахмат. Германияга кайнар салям. Уважаемые друзья, мы начинаем подготовку к следующей номинации «Аксессуары башкирского традиционного костюма». Башкорт традицион костюм аксессуардары беренче минуттан бетеде ошо конкурстагы катнашучуларды саламларбыз. Хайырлы күн, үдегез мен таныштырып өтһәгез. Хәүмәгез, минем исемем Артур Батыршин, Өфенән. Ниндәй номинацияларга катнашырга әле йыйынагыз һәм ниндәй үдегезнең эшегезне тәкъдим итәһегез жюри әгъзаларына? Номинация Милли башкорт киеме реконструкция. Милли кием исеме Башкир Стрелочник. Ул билдәле рус фотографы Прокудин Горскийден төшергән фотолардан реконструкция эшләнелгән кием инде. Менә ошо конкурста катнашу өчен һезнең төп мотивация булып нимә торды? Бу кием темаһы ниндәйдер образ, башкорт образлары темаһы без уже 4 ел мәргән уксала албарабыз бит инде. Шулма яшәйбез дип әйтәм икән, безнең күп кенә киемдер бар, мен үземнең генә бер 4-5 образлар бар. Мына әдрәк 20-нче булат, буга тиклем 17-нче, 18-нче булат киемдәренә һәр мына 20-нче булатка күсеп, шундай кием тәкъдим итәргә булдым. Ярый, рәхмәт. Угышлар һезгә. Уважаемые друзья, мы продолжаем, и у нас следующая номинация «Аксессуары башкирского традиционного костюма». Башкорт традицион костюм аксессуардары һәм беренче катнашучысы Уфы калаһынан. Первый участник из города Уфы в этой номинации Ахтариева Альфия Макаримовна. Альфия, слово вам.
Я где-то больше 5 лет шью костюмы. Никогда не думала, что я так долго буду этим заниматься. Это такое интересное занятие. И для меня это связь с моими родителями, бабушками, дедушками. И, видимо, не хватает, поэтому я шью потихоньку, шью. Сегодняшняя моя работа называется «Народный костюм для народной певицы». Рыскулова Гульгина Рахимовна. Как у многих артистов, много лет был костюм сценический. Такая талантливая женщина должна ходить в настоящем костюме. Костюм пошит по всем канонам, по всем правилам. По крайней мере, я очень старалась. Все полностью ручная работа. Хакал, кашмау. Каждая монета пришита отдельно, каждая бисеринка пришита отдельно, все скомпоновано как положено. И, может, вот это, не знаю, специалисты подскажут, может, не совсем корректно, но вот эти вот сделала, что 2 глаза, человек показывает, что он живой, он смотрит на мир открытыми глазами, поет, радуется, танцует. Можно вопрос? Гульгина ханым, мы всегда видим вас и в этом костюме, и в других. Вот этот костюм вы сами заказывали для себя, для выступления или для повседневной жизни? По улице. Пока для сцены. Мен в этом году выступила на Олимпиаде, фольклориаде. Альфия Ахтаримовна, большое спасибо. На мой размер она шила великолепный костюм. Мне очень нравится, мне очень комфортно. Спасибо вам, Альфия Ахтаримовна. Тағы жюри ағзаларының сұраулары бар ма? Сұраулар жоқ. Альфия Макарим қыды, бітірді. Одатауыт, рахмат едің сығышығыдға. Рахмат едігі. Продолжаем конкурс аксессуары башкирского традиционного костюма. Следующий конкурсант Камалтинова Василия Шайхетдиновна, Архангельский район. Рахмет едігі. Мен Камалтинова Василия Шайхетдин қызы, Архангель районы Күмәрлі ауылынан келдім. Үфіләгі Нәсима Мұраттова етәкләген ауаз фольклор ансамблінің ағзағымын. Ағиділ арияғы хақалын стилизациясын ішләнім. Мына бұл қыз баланың түшінде. Бұл тастымал сатырашлап сегілген. Бұл қырбаланың түшінде ағиділ арияғы хақалы, иньер хақалы тип йөртәләр, икенче төрле. Өфі қаласы археология, этнография музейінде хақланған. Пиларет районы Исмақай ауылынан алынған хақалдың да репликасын эшләнем. Менә бұл хақал
этнографический музейда ошо бир кичәге генә торып калган. Шуны менә ушулай иттереп карап эшләнем инде. Тастар. Шуннан менә бул башымдагы маңлайса ул хараус дип атала. Бул хараустың өлгөһө безнең милли музейда хаклана. Хараусты тастар астынан кигәндер. Улы катын кызларның баш киеме тастар менән хараус. Менә хараус, менә тастар дип атала. Онга һөйләүгә дә һорайм, чөнки бездә онлайн режимда ла YouTube каналында карап баралар. Сатырашлап сиктем, ул тастымал башкорт халкының иң кыйммәтле бүләге булып ханалган. Ул кодалар килгәндә кызы хыратырга ике якты бәйләп торысы бер кымартқы булган инде, әйбер булган. Шул ризалашалар кызы бирергә тастымал бәйләп кайтаргандар кодаларга. Рәхмәт, әгәр дә жюри әгъзаларының һүзләре, теләктәре булһа, һораударыгыз. Сәлимә Маратовнага микрофон бирһәгез. Гүлдар Сабитовна микрофонда. Вәсилә апай, ысынлап та һеҙҙең эшегеҙ матур килеп сыҡҡан һәм мин был тема буйынса һеҙҙең һарауысығыҙ һәм таҫтар буйынса һүҙҙе Елена Евгеньевнаға бирерҙем. Сөнки ул күберәк әйтер ул. Я очень долго ждала, когда же, наконец, в реконструкциях будут представлены старый комплекс, головной убор, тастар плюс хараус. Вот это первый, пожалуй, опыт, первая попытка. Мне кажется, что еще можно сделать совершеннее, пока первый опыт. Но слава богу, что все это началось. Да, я знаю. Так да. старалась, чтобы все было похоже. Похоже, да. Ну. И окошко два тут. Почему-то я не знаю, что это означает. Вот два окошка вот на этих тастарах. Здесь тоже два. Это всегда они в 3 яруса располагались, когда горизонтально. Да. Әгәр дә безнең белгечләргә нинди һораудар булһа, артабан улардан һоралагыз. Һәрбер орнамент бидәвис торганда безнең участник Камалдинова Василия Шайхетдиновна, Архангельский район. Biz hedi uzatабыз. Рәхмәт эшләрегез өчен. Микрофонды шунда безнең хезмәткәрләргә бирһәгез. Следующий участник в номинации «Аксессуары башкирского традиционного костюма» — это Кутла Ахметова Раиса Сулеймановна, город Уфа. Раиса Сулеймановна, рәхим итегез. Я Кутла Ахметова Раиса Сулеймановна, Оренбургская область, Кувангский район. Сейчас живу в Уфе и хожу в студии Сельтер, занимаюсь восстановлением всей национальной одежды, аксессуары, все это. Это все мое. Я сама делала их. И мне понравился Ян Сак. Рассказывал легенду Юлай Куста. И мне так понравился, поэтому я стала их вышивать. И вот разные рисунки. Как еще рассказать? Я хожу в студию Сельтер, и там мы ходим на мастер-классы делаем, и людей учим, и сама учусь. Это техника тамбурная вышивка, а середина двойной тамбур. Это я первый раз видела, первый раз мне показывала Альфия Ахтареева, ну, Юлай Куста все им рассказал, и очень даже вот эта вот легенда мне понравилась, и я влюблена, и занимаюсь с этим, конечно. Вот. Все. Рәхмәт һеҙгә. Аңлашылды. Жюри ағзаларының хатта һораудары юк. Без һеҙгә Раиса Сулейман кызына рәхмәттәр белдереп озатабыз. И сюда вот такие платочки. Можно, пожалуйста, слово? Подарки. Ян Сокка. Бик яхшы. Рәхмәт.
можно, пожалуйста, Башкорт традицион слово? костюм аксессуарларын катнашучыларын біз яна студияла ошында сәламләп һәм безнең 4нче катнашучысы Рахметова Минигавгар Салиховна, Хайбулла районы. Безнең белән бәйләнештә бында Zoom аша бәйләнештә. Минигавгар Салиховна, һүз һезгә, без һезне тыңлайбыз, ишетәбез, күрәбез. Башлагыз. Минигавгар Салиховна. Хәерле көн. Ул монда икән. Мин Минигавгар Салиховна булам, Хайбулла районы Яңа Ергән авылыннан килдем. Күп еллар мәктәптә эшләп, хәзер хаклы ялдамын. Башкорт хатын-кызларының көн күреш шөгыльләренең береһе булып тора. Мамык шәл бәйләү. Ул шөгыльдә мин үз итеп алдым. Әсәем 7 яшьтән үк миңа шәл бәйләргә өйрәтте. Гомумән ул шәл бәйләү безнең гаилә кәсебе булды. Шул шәлдән килемдәр алып, тормыш көттек, балалар үстереп, туйлар ясап, йорттар кырдык, Аллага шөкер. Хәзер инде ул шөгыльдә мин мирас итеп дәвам итәм. Үземнең балаларыма да өйрәттем, мәктәптә укучы балаларга өйрәттем. Безнең бәйләгән шәлләрде бик яратып кабул итәләр алучылар, заказлар күп. Төрле тараптарга посылка менән интернет аша заказлар алып, уларды ибәреп торабыз. Кайда гына йөрүһәм дә, төрле выставкаларда, конкурсларда йөрүһәм дә, һөйләп йөрим, бул шигырьдә тергезергә кирәк, дәвам итәргә кирәк, киләсәк буынга иткерергә кирәк. Хәзер инде һезгә мин үземнең әп килгән шалдарымды күрәтәм. Менә был гадәти төбет шал, йылы, калын, уртаһы тыгыз итеп бәйләнгән, ситләре бидәкле. Шундый ук калын, зур, йылы шәл, инде ажур вариант. Рәхмәт. Шул бұл хәзер паутинка, юка нәфис итеп иләгән ак дебеттән бәйләнә, төрле бидәкләр кулланып, кар бөртекләре, кәрәт, ядәс. Яшь хатын-кызлар бик яратып кабул итә ошындый косынкаларда. Ул йылы и үзе еңгел. Рәхмәт. Шәл бәйләү усулларын кулланып, хәзер заманса ошындай паутинкалар, палантиндар бәйләйбез. Яшьләр бик яратып кабул итә. Шундай ук паутинка, только хоры төстә, кәрәс бидәкләре, тәнкә бидәкләр кулланып, кар бөртекләре, өлгеләре алып бәйләнгән. Рәхмәт. Хәзер инде шул ук усулларда кулланып, менә заманса кардигандар бәйләй башланым. Рәхмәт. Булдымы? Рәхмәт, Минигавгар Салиховна, безнең белгескә хоролар булһа, жюри ағзаларының хоролары бармы? Әлбәттә, башкорт шәле ул безнең милли йөзебез дип тә әйтергә кирәк. Чөнки башкорт шәлләре ул дөнья кимәлендә танылырга тиеш. Һәм һезгә зур рәхмәт. Бик матур шундай ажурлы, борынгы булган ысулдарында күрдек. Рәхмәт. Киләсәктә минең тагыла хугылган шәлләрде лә күрәһе килә инде. Рәхмәт. Безнең Хайбулла районында хугылган шәлләрде лә йөртәбез төрле выставкаларга. Алла ярха. Алла бирә безне күрергә өметләнәбез. Хайбулла районы Минигавгар Салиховна Рахматова һеде одатабыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Уважаемые друзья, в номинации «Аксессуары башкирского традиционного костюма» следующий участник из Мечетлинского района Ханова Сажида Жиянгировна. Мәсетле районнан без сәламләбез киләһе катнашучыны Ханова Сажида Жиянгировна сәхнә түренә рәхим итегез.
Алмағығыз жюри ағзалары, мен Сажида Жихангир қады, келген Мәсетлі районы Яңамешар ауылынан, Әйлі ұруынан, аймағым Дуан. Мен өзімдің іштәрімді көрхәтірге келдім. Менің алляпқыстар қайып, күлмәктер тегіп, күлмәктерді қайып, яулықтар қайып, һәм дә түшілдіріктер ішлау. Шуның бойынша кетердім. Бұл менің тегілген күлмәк, қайылған алляпқыз, Құдағайдардықы, әбіл яш келіндікі, қайна үйіне келіп түшкен вақытта біздің яқтарда шулай кейініп түшкендер алляпқыздар қайылы болған. Мұны екінші түрлі келін шулық күнді, екінші күніне шулай кейініп йөрген. Қайна йұртында белден керігіне алляпқыз, түшілдірік яулық мұнан йөрген. Йұрт іштәрінде шулай йөргендер. Әбілары әхиреттері. Олар әхиреттер де шулай етіп, қайылы алляпқыздар матур етіп кейініп йөргендер. Бұл да шул әхиретті қызың, келіндің. Күндәлік міні күлмәк. Күндәлік. Нинди вақытқа, нинди ішке болхала шулай простойрақ кейініп, явайырақ кейініп, шулайырақ етіп көрсеткендер, өздерінің үстінде шулай кейініп йөргендер. Бұны келіндікін әйтіп көрсетіп кетейім. Келіндің һеч шиксез үзенә күрә матур, шағыл, қайылы, алляпқыз, күлмәк, һәм дә яулык, құш яулык булган. Хәзер бик нитеп йөрмәһәләр келіндің элек йөзүле яулыгы булган. Күренмәгән қайнаһының үзенә күренмәгән, йөзен каптык торгандар. Менә әйтеп киттем әхирәттә күрмәк алляпқысы. Әхирәтләрнең әлбәттә бик кирәгенекене кайылган. Менә был кызымда менә кайылган күлмәге, ул бигрәк тә якын әхирәте һәм бай гаиләдән булып саналган. Менә был көндәлек эш күлмәге, көндәлек алляпқыз. Бұл келіндің екінші күніне шулай кейініп, матур етіп, қайна алдында шулай йөргәндер. Белдән керегенә алляпқыз булган. Бұл олы Құдағайдың әйбері кейген кейеме, аның алляпқызыла, құл башында тастамалыла, үзенә күрә матур булган, һәм қайылы күлмәк булган, қайылы яулык ябынган шулай иттереп. Минең күрһәтәһе әйберләрем шул. Сажида Ханова, Мечетлинский район. Уважаемый жюри, вопросы, пожелания. Хораударығыз юк. Жюри ағзаларын бит Сәлима Маратовна. Һеҙҙе мында зур комплекс эшләгәнһеҙ, был бөтәһе һеҙҙең күлдәктәрме? Минеке, мин үзем кайгам алляпқыстарында күлмәктәре лә үземдеке. Әле анда күп калдылык, кызлар етмәне. Булды, рәхмәт. Шул гына һорау булгайны. Рәхмәт. Матур сағыл шында ештер. Һеҙҙең сәйткәндә дан. Ханова Сажида Жиянгировна, Мечетлинский район. Һеҙгә рәхмәттәребеҙҙе белдерәбеҙ. Уңыштар. Итак, следующий участник Гилажева Найра, Учалинский район. Итак, напоминаю, что это номинация «Аксессуары башкирского традиционного костюма». Найра, сәхнәһеҙҙеке. Найра апай, рәхим итегеҙ. Мин Гилажева Найра, Учалы районы, Ҡотой ауылынан. Мин гел милли кейемдәргә һоҡланып, уларҙы тегеү теләге менән йәшәнем. Был хыялдар Азат Салауат улының мастер-класстарына йөрөй башлағас кына тормошҡа ашты. Иң беренсе эшебеҙ яға тегергә әҙерләндек. Яға селтәрҙәрҙең, һаҡалдарҙың нигеҙе тик туланан булған. Үҙебеҙсә рамка сөйҙәр ҡағып, еп тартып, тула һуғып алдыҡ. Учалы музейында ауылыбыҙҙың тапшырылған боронғо көмөш һәм 20-нче быуат башында сыҡҡан тәңкәләр, каралдар, мәрүәт,
акык менән биҙәлгән яғаның күсермәһен эшләргә булдым. Зур теләк менән эшләнем. Туҡал яғам ошо инде. Яҡыныраҡ килегеҙ, ҡыҙҙар, әйҙәгеҙ. Жюри ағзаларына яҡыныраҡ. Уның туяқтары булмағас, ул туҡал дип атала. Әлеге ваҡытта Азат Салаватович улы эшләгән станоктарда яғаларға, сарыҡтарға, селтәрҙәр өсөн тулалар һуғам. Өйрәнәбеҙ, тегәбеҙ, оҫтарабыҙ. Нәйрә апай, ысынлап та һеҙҙең эштәрегеҙ үрнәк булып тора. Бөтә буған в дальнейшем даже на русском продолжу, для того, чтобы все мастера, все реконструкторы услышали. Действительно, нужно брать за основу сукно, домоткань. Вот видите, из шерстяных ниток соткали основу, и эта основа во всех музейных экспонатах, она присутствует. И это очень правильно, что вы делаете реконструкцию на таком уровне. Молодцы. Рахмәт, тағла жюри ағзаларын орадары юк. Ошлай итеп, Нәйрә Гилажева Учалы районынан беҙҙең ошо номинацияны япты тибәтәк, беҙ һеҙҙе уңыштар теләп отатып ҡалабыҙ. Уважаемые друзья, итак, на этом наша номинация «Аксессуары башкирского традиционного костюма» закрыта. Члены жюри сейчас обсудят и выявят самого лучшего в этой номинации. А мы хотим спросить мнение наших членов жюри, которые наблюдают за нами онлайн. Германиянан, Польшанан, Кыргызстандан, жюри ағзалары һүҙ. Уважаемые члены жюри, мы хотим послушать ваше мнение. Включаем микрофон и говорим, да? Да, можно, конечно. Нужно. Слушаем вас. Я бы хотела отметить замечательную, очень тщательно выполненные работы, качество и уровень, с которым выполняется это все, и действительно то, что это настолько близко к оригиналу, мне очень понравились. Мне очень трудно действительно определять, кто лучший. Я думаю, что, потому что я не настолько погружена в национальную тематику, но качество выполнения и тщательность, с которой работают участницы, просто великолепная. Поэтому я аплодирую всем, молодцы. И рассчитываю, что профессионалы, которые знают более тонкие какие-то сложные, тонкие детали, смогут оценить по достоинству и помогут мне и другим. Спасибо. Есть еще кто хочет что сказать? Уважаемые члены жюри, которые наблюдают за нами онлайн. Салима Маратовна. Да, я хотела бы небольшую ремарочку включить, потому что мы тут говорим про Гилажеву Найру, о ее нагрудниках, о аксессуарах. Тут яга безупречен, а за остальным костюмом, конечно, остается желать лучшего. Да, яга — нагрудное украшение. Так, давайте перейдем к следующей номинации. И сейчас мы с вами, уважаемые члены жюри, у нас впереди самая большая, скажем, номинация. Это Башқұрт халық киімі реконструкция, реконструкция национального костюма. У нас там 10 участников. Сейчас мы с вами все обсудим этих конкурсантов, которые только что по аксессуарам. И встретимся с вами, уважаемые YouTube-зрители, через буквально несколько минут. Владимировна, учусь уже у ХГК, Уфимский художественно-гуманитарный колледж, на ювелира. Меня зовут Шамалиев Хуат Максатович, я обучаюсь в том же колледже у ХГК, тоже специальность ювелир. Ага, и сегодня в какой номинации вы принимали участие? Я так понимаю, вы по отдельности, но вы вместе учитесь, да? Да, мы принимали участие в одной номинации, ну, конечно, каждый со своим изделием. Башкирские национальные ювелирные украшения номинация. Ага, а как вам сегодня понравилось, ваше ожидание? Конечно, понравилось.
мои ожидания все подтвердились, все достаточно успешно на самом деле прошло, несмотря на то, что работы были наши представлены всего в единственном экземпляре. Ну, так как мы начинающие специалисты, я думаю, в этом ничего страшного, мы наберемся опыта, мы все еще успеем наверстать. Главное, что мы показали себя и сделали первый шаг. А что вам стало самым интересным за время подготовки? Это, наверное, приобщение к башкирской культуре, потому что при изготовлении изделия нужно вдохновиться сначала, чтобы передать дух, настроение, самобытность башкирских национальных украшений. И это приблизило меня не только к башкирам, а вообще к этой истории. И когда я изготавливала изделия, я как будто сама кемешсо была, то есть вот ювелир. И это очень меня вдохновило на дальнейшее изготовление уже в этом направлении. То есть мне стало интересно изготовлять башкирские национальные изделия. Тем более на рынке практически никто этим не занимается. Очень мало ювелиров, которые популяризируют и изготавливают. И, соответственно, мне не то чтобы нишу занять, мне просто интересно увеличивать популярность башкирских изделий за счет того, что я буду на рынке и потребности будут удовлетворяться, потому что нужно украшать и костюмы выступающих, и кто-то просто для себя захочет купить. И, собственно, вот мой ответ. Ну, мы уже с Мариной обсуждали этот момент, Марии, и само погружение вот в момент изготовления, вот это очень поражает. То есть ты, получается, проживаешь тот самый момент, того ювелира или кузнеца башкирского, который изготавливает это. Тем более, чем чопорней, чем детальней и чем достовернее изделие, то есть детали, в которые ты углубляешься, тем больше получается погружение в этот момент. Конечно, мне все понравилось, я хочу и дальше развиваться в этом направлении. Ладно, удачи вам, ребята. Спасибо большое. Хәерле көн. Үҙегеҙ менән таныштырып үтһәгеҙ. Мин Котлахметов Рәйсә Сулейман ҡыҙы булам. Өфө ҡалаһында селтәр студияһында йөрөйөм. Ҡул эштәрен күтәрәбеҙ инде. Йәшләргә өйрәтәбеҙ, нисек селтәр эшләргә, нисек яғалар эшләргә, нисек инде ҡашмау шуларҙы эшләргә өйрәтәбеҙ. И сигеүләр, сигеүләр инде, как его, тамға тим. Алла, оноттым бит. Оноттым тамға тим. Тамбурный вышивка менән эшләйбеҙ инде. Менә ошо эштәрегеҙҙе тәҡдим иттегеҙ, менә ниндәй номинацияла ҡатнаштығыҙ? Мин аксессуары тигән номинацияла ҡатнаштым. Жюри ағзаларында менә үҙегеҙҙең эштәрегеҙҙе күрһәткән ваҡытта менә ҡаушанығыҙмы, я теге ниндәй Ҡаушаным, әлбиттә, мин тәүгә генә килдем. Мин тәүгә ҡатышам был конкурста. Бындай конкурсларда, ҙур конкурсларда. Былай мин республиканскийда булдым, 2нче урын алдым. Былай, ныҡ ҡаушаным, әлбиттә. Һеҙ менә былтыр Тамға проектында ҡатнашҡан инегеҙ, яңылышмаһа? Юҡ, былтыр мин ҡатнашманым. Мин быйыл сентябрҙа булған проектта булдым инде. Менә ошо милли кейемдәр әҙерләү, аксессуарҙар эше менән күптән шөғөлләнәһегеҙ? Где-то 5 йыл, наверное. Мин селтәр студияһына килдем, анда мине өйрәттеләр. Хәҙер мин үҙем кешеләрҙе өйрәтәм. Беҙ үҙебеҙ йөрөйбөҙ мастер-класслар, мәктәпләргә, садикларға, үҙебеҙ клубтарға йөрөбөҙ, районнарға сығабыҙ. Шулай итеп кешеләргә өйрәтәбеҙ. Үҙебеҙ дә өйрәнәбеҙ, и кешеләргә лә өйрәтәбеҙ. Менә ошо конкурстарда ҡатнашыу һеҙгә нимә бирә һәм ошо менә Тамға проектының әһәмиәте нимәлә дип уйлайһығыҙ? Нимә бирә? Эштәремде күрһәтергә. Шуларҙы күрһәтеп, мин дөрөҫ эшләйемме, юҡмы, шуны белергә. Ярай, уңыштар һеҙгә. Рәхмәт. Хәйерле көн, үҙегеҙ менән таныштырып үтһәгеҙ. Хәйерле көн. Мин Мәсәтләр районынан, Яңа Мишәр ауылынан Ханова Сарида Яһангир ҡыҙымын. Бөгөнгө көнгә бик ныҡ әҙерләндем, әлбиттә, ләкин мин һайларҙар, саҡырырҙар тип уйламағайным. Уймала кермәне.
Аңаса кинәт кенә әйтеп ебәрделәр дә, йыйынып, кылкайдарды алып, эргәмә әйберләрне йөктеп килеп еттек. Миңа бик охшаны. Без тәүге тапкыр һәм дә шулай ук алдагы елларда да сакырһалар килербез дип өмет итеп торабыз. Бүген ниндәй номинацияле сыгыш яһаныгыз? Аксессуар. Шундай ни белән. Ниндәй эшегездә тәкъдим иттегез? Алъяпкычтар, кайылган яулыктар һәм үзем теккән күлмәктәр кайып. Шул эштәр минең. Амна был һәм түшелдеректәр кайылган. Амна был эшләрегез мен күптән шөгыльләнәгезме? Менә әле яшь сактарыгыздан мейле? Сагымдан бире мин үземдән, инәемдән өйрәндем. Һуңнан ул туктап калды бала сагым белән. Үземдән балалары зур үсеп, анда-монда эшләй башлагач, шуннан хәзер һин инәй кайнарга беләһең дә. Әйдәле кайнар дип аңлаттым. Туйдарга үземнең тугандарыма шулай әкренләп бер-ике алъяпкыч кайып бирә инем. Аңа бик ихтибар иткән дә кеше булманы элегрәк. Хәзер инде бер үзекез миңа ла кайып бир, миңа ла кайып бир. Минең вакытым йетмәй бетәһенә лә. Шул вакытта күземдә насарайып бара. Инде аткач итәрмен дип торам. Курайып утырһаң булыр һиңә алъяпкыч. Менә ошо эшләрегезне алучылар, өйрәнүгә теләүчеләр күпме? Бар килделәр, үренләр, үземнең кызым да өйрәнгән, 2 яншәрем өйрәнде, киленем өйрәнде, авылдагы укучы балалар да әкренләп өйрәнәләр. Менә бу конкурстар Тамашасылар, жюри ағзалары икенче тамға халыкара башкорт милли кыймы ыфалары конкурсы үдешен дәвам итә һәм безнең 5нче адакы зур номинация башкорт халык кыймы реконструкция. Итак, друзья, уважаемые YouTube канал зрители Республиканского центра народного творчества, мы рады снова вас приветствовать. И у нас завершающая номинация – это народная одежда башкир реконструкция. И первый участник данной номинации – из города Уфа Хусаинова Гульсум Игануровна. Хусаинова Гульсум Иганур кызын без һеҙҙе сәхнә түренә саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн. Мин Гөлсөм Хусаинова, Иганур кызы, Бөрйән районы Тимер ауылында туғанмын. Әлеге ваҡытта Дарогина ауылында, Өфө районында йәшәйем, декрет ялындамын. Милли кием менән ҡыҙыҡһына башлауым минең бәләкәй саҡтан алып килә. Сөнки мин өләсәйем Биби Камалдың ҡул эштәрен ҡарап үҫкән кешемен һәм уның һуҡҡан балаҫтарына, теккән күлдәктәренә һоҡланып ҡарай торғайным. Менә әлеге мәлдә мин дә үҙем шул элекке боронғо киемдәрҙе тергеҙеү өҫтөндә менән бауға миндем. Бөгөнгө көндә һеҙгә көньяҡ көнсығыш комплексын тәҡдим итәм. Бұл комплекста уҡалы елән, һаҡал, ҡашмау, күлдәк һәм алмиҙеү, түш биҙәүестәр алмиҙеү һәм һаҡал. Ҡашмау минең Бөрйән районына алып эшләнем. Ҡашмауҙың ҡойроғон полностью бисерларынан сиккәнмен, ҡош-ҡорт таштар таҡҡанмын һәм дә өҫкө өлөшөндә ҡашмауҙың өҫкө өлөшөн тәңкәләр менән, бисерлар менән, сулпылар менән биҙәгәнмен. Еләнем ҡара бәрхәттән, эс яғаҡ сатиндан теккәнмен. Уны пазументтар менән биҙәп, монеталар таҡҡанмын.
Минең киемдәрем бөтәһе музейдің образистарына карап эшләнгән, элеккесә беселеп, элеккесә тегелгән. Нагрудникларым, туш бидәвестәре минең хакал. Был хакал минең Белорет районы Юяк авылныкы. Уна шул нагрудниктан карап эшләп репликаһын эшләдем инде. Һәм дә отдельно әйтеп үткем килә Алмидоум турында. Алмидо минең Бөрьян районы Тимер авылыныкы, үдем туган ягымдыкы. Тоже вот менә быел эшләнем. Элеккесә борынгысы әйтеп эшләгәнмен һәм дә вот ише бер нагруднигым. Шитова китабында ла бар Гафури районы. Гафури районы Кулкан авылныкы. Әле вакытта шул авылда хаклана. Мин шул нагрудникка карап эшләнем инде эшләремдә. Уның бер особенности инде минең өчен серле өлеше булды. Кара черно-белый фотолар күренмәй бит инде аның жгут. Оказывается, оның жгуты булган инде. Шул жгутты эшләп куйдым монда. Типена. Шул киләсәктә минең пландарым, хыялларым Алла бирһә, бәләкәс кызларыма һәм тормыш иптәшемә кием тегеп кидерү. Ишетелмәй. Гөлсем, карагыз, һеҙҙең реконструкция полный костюм бит инде бит. Давайте буду говорить на русском, чтобы все поняли. Ваш полный костюм, он должен, наверное, нести полную картину того или иного рода, племени, правильно? Вы, наверное, немножечко распыляетесь, определяем по вашему костюму Юго-Восток или это все-таки Юго-Запад? Это Бурзянский район или все-таки Кугарчинский? Или это Баймакский район? То есть, да, вот мы смотрим даже смотрим по вашему костюму, смотрим там. То есть вы больше могли бы подойти, например, на номинацию аксессуары. Это мое мнение, поэтому в дальнейшем более внимательно, наверное, вам нужно на полный костюм, народная одежда, башкир, реконструкция. Все-таки мы пропагандируем, наверное, определенный род, племя и полный костюм обмундирования, так скажем, да, с ног до головы. Это мое вам пожелание. Можно я добавлю? Пожалуйста, слово. Действительно, разные вот комплексы вы собрали и одели, получается. Вот Кашмау, конечно, Демский комплекс. Кашмау Бөрьян районы И Бурзянский. Верхний Нугуш дип язылган инде. Шуга мин Нугуш. уйланым шул Хорошо. безнең яктык икән. А вот я, конечно, узнаю вот этот черный кумыш идол на черной Ана основе. черный тоже Бөрьян районы. Потому что вот такие нагрудники характерны для Баймакского, Бурзянского, Ишимбайского и Авделиловского района. Вот этот нагрудник. Да, поэтому узнаваемо. А вот внизу, который такой Был, цвета электрожгут вы сделали, да? Но там я смотрела, там бирюза у вас должно было быть. Потому что не цвет электро, вы, конечно, можете потом в дальнейшем все это поменять. Потому что башкиры никогда такой ядовитый цвет не применяли в своих нагрудных или головных уборах. У них всегда присутствовали бирюза. Спасибо большое. Гөлсем Йоханнурқызы, һеҙгә катнашҡан өсөн рәхмәттәребеҙҙе белдерәбеҙ. Жюри ағзаларының вердиктын аҙаҡтан ишетербеҙ. Следующий участник нашей номинации — это Шаяхметов Ильдар Гендулович, город Уфа. Ильдар ағай, сәхнә түренә рәхим итегеҙ, һүҙ һеҙгә. Һаумағыҙ, хөрмәтле жюри. Мин һеҙҙең иғтибарға бөгөн үҙемдең 20 йылға яҡын булған һүҙем ваҡытысында тикшергән, өйрәнгән тәжрибәмде уртаҡлашырға килдем. Был тема реконструкция номинацияһында башҡорт сотнигының яу һәм хәрби кейеме набор мундиры тип атала. Ул кейем минең өҫтөмдә зәңгәр бустаудан казачий крой менән тегелгән һәм өҫкө өлөшө сәкмәндән тора, ҡышҡы сәкмән формаһы һәм аҫҡы өлөшөндә лампаслы дон казактары кройында салбарҙар. Эсендә шул уҡ башҡорт халҡының милли ирҙәр кейеме кергән. Һәммәһе лә һәм
бүгін өзімдің суға өстеп, өзімдің қолым менен машина қатынаштырмайынса, қолым менен тігілген яйге бүрік кейізден, яу бүрікі кейізден, һәм ол кейізден яу бүрікінің башланып тұрған эш процесін көрәті тұрған өлгіхін келтірдім. Олар кейізден башланған. Сүнкі кейіз материалы сол яударда ең қолайлы материал болып есептлене, ядраларды һәм картештарды өткермеу бойынша. Керек вақытта олар сукну менен бустау менен тағы тышлана. Менің бұл ішке қынуға келуім буштан келмегендір деп ойлаймын өз ғұмырымда. Көптен қияланған яшілік вақытында ишеткен білгендерімді туплап, мен енді қазір 20 жыл осы өлкелі өйреніп, көріп, қолымдыла халғанмын. Һәм бұға енді қазір мен сығыш яғаған қалымда, бүгінгі кемелде юбилей алдында тұрған зор яуаплы ұсырды кесерем. Сөңкі ватаныбыз һәм халқыбыз алдында 1212 жылғы ватан хугушының 210 жылдығы қаршыларға тұрабыз. Бұл мәселелі, бірінші башқұрт атлы полкі яугердері һәм 5-сіне тиклім, 1-сі, 2-сі, 3-сі, 5-сі сілі. Ошында кейімдерді бұлғандар, хәрби устав бойынша тергезілген, қушылған кейімдерді кейгендер. Башқұрт халқының өз кейімі, оның баш кейімінде хақланып қалған яугердерді, бұл полктарда, һәм оның кейуіне қаршы, милли кейімді кейуге қаршы болмай бұл кейім, ләкин хәрби сафта, поход сафтарында, мұна ошы зәңгәр бұстаудар енді біздің халқымыздың ирдәрінің түп сол дәуірде кейіміне әуіріліп кете. Бұл кейімдер менен халқымыз адақтан ғұрурлана, көксәкмәндер менен, олар қызыл лампастар менен ғұрурланып қайта халқымыз, һәм кантон период вақыттарында енді артабанда 1221-1265 жылдарға тиклемінде кантон осыры давам еткен сақта біздің башқұрт халқының ирдер кейімі ошы кейімдер негізленіп тұрып қала. Һәм бүгін мен ғұрурланып та, хоқланып та айталам, халқымыздың ирдерінің кейімі хәрби сафтасын ыққан, яудардан нығынған. Мұна ошы кейімдер ешлеу барышында біз енді сол фестивальдерді қатынаштық бітінде. Ол костюм, бұл форма, комплект, зор хынаудар өтті. Бұл хынаударды мен бір өзім гіне өтмәнім, һәм осы составта клуб ағзаларыла өттілер. Шуның хөдімтәхі болып, қуаныслы бір яғы бар. Хәрби инспекциялар өткен сақта, осы костюмдің формалардың, лекалалардың ішленішін, қолдан тегілішін, зор бағалап, бізді әр вақыт рұқсат етіп кірітіп тұрдылар. Ең тағыла көретіп, майынса көретіп кеткем келе, мұна асқы өлішті салбардың, шаровардың, казаси мұтнедің. Біздің атлық аскер, шының үшін мұна қолдан тігілген, әне менен, еп менен, күнден ішленген, іліккі ол 200 жыл ішінде реконструкция болғасы машина болмаған, мұна бізді шул қол менен отырып, леяны ішленік. Һәм бұл лея ішлеу казаши шастарда нық кеңейлдірілген. Мұна бұл итікті ішлеуге енді қадыр республикала бірінші болып ішленді ол тегісілер тарафынан, итік ұсталар тарафынан. Шына артабан кетті. Илдар ағай, әдігі афарин тип өндіршәбі, жюри ағзаларын, хораударын бәлкі бұлға тыңлайық. Біздің қатнашысылар бұл номинациялар бек көп, һәм әдігі бір тарихи сығанақтарға тайынып, ұшы еріне еткіріп ішленген костюмығы дөсін. Браво теп әтәуіз. Рахмет. Әйленіп көрәді көттелі? Қадірлі жюри ағзалары, Илдар ағайға хораударығыз бұлға. Zoom бәйләніші аша біздің қараған жюри ағзалары бәлкі хедің хораударығыз бар екен, біз хеді тыңлайбыз. Біз мұна Польшала, Германияла қарауылтыралар әлігі вақытта Қырғызстанда. Әгерді жюри ағзалары хед микрофонды қабыдығы да, хөйле башлағы да бұла. Уважаемые члены жюри, которые смотрят нас онлайн, есть какие-нибудь пожелания, рекомендации данному участнику? Илдар ағайға, мы вас слушаем. Бар жюри ағзаларын қайран қалдырдығы. Мен өзімді бір үстап кеткім келе, осы тема бойынша енді. Бұл істердің әлбетте үлгілері ол тарихи гравюраларда қалған. Һәм ол тарихи гравюралар үстелде ята. Бірнеше ауған даже өдебет ижад етуде қатнаштық. Мәселен, рәссамдары иқтивар еттілер. Рәссам Рашид Султанов менен Азат Қужын. Олар өздерінің ижадтарында бұл кейім үлгілерін һәм типажды файдаланып,
кызык кына үзләренең матур гына иҗаттарын күрһәтүгә өлгәштеләр. Мин улар өчен дә шатмын. Менә безнең камера бар, хүрәтләрдә бар. Менә был күргән трофей сумка, трофей ул венгер сумкаһы. Һәм анда рельеф менән күрһәтелгән башкорт яугире пленный тоткынды алып килә. Рәхмәт. Безнең жюри әгъзалары хайран калды. Илдар агай һезгә рәхмәтләребезне белдерәбез. Наш участник Шаяхметов Илдар Гиндулович, город Уфа. Подборные аплодисменты безнең. Мәскәүдә лә булдык без, Парижда ла булдык без. Рәхмәт. Дошмандарды диңгәндә йер тетрәтеп йөрендек без. Рәхмәт. Рәхмәт. Һез безнең залда бүген ысынлап та бар жюри әгъзаларын тетрәндердегез. Уважаемые друзья, народная одежда Башкир, реконструкция. Следующий участник данной номинации Ахтамова Сайда Мухаммадгалиевна, Белокатайский район. Ахтамова Сайда Мухаммадгали кызы, рәхим итегез, сәхнә һезнеке. Мин Белокатай районының Билән авылынан. Белекеден менә шул кайып эше менән булдым инде. Инем кайны аның эш кул эшләре бик күп. Интернет центрларында караны һәм туалет кысын, то күлмәген күрһәтәләр. Сибагатова Хәсәнә Билән авылынан дип. Мин шул Белекедән өйрәндем аның кайырга. Хәзер менә үземнең Белекей генә коллекциямда эшләргә тырыштым. Рәхим итеп. Уртала кияү егете. Аңа менә буласак хатыны кушак пайган. Һәм кисет инде ул безнең атрибут теге егеттерге бүләк итә торган күлмәге менә шулай. Башында түәтәй. Именно биләндәрдәгесә күлмәктәре шундай куелган инде. Безнең якта шулай күлмәктәрде бит куйдар. Уң ягында яшь килен. Безнең Билән авылында, Балакатай районында ла күп йерләрдә бар инде. Ак күлмәк кияргә ярамаган тегеләгәннәр инде. Шуннан ак фартук кайып, менә шулай килендәргә подарки әзерләгән инде. Күлмәге тоже шул көрән күлмәктә. Күлмәгенең төсенә каратып, кызыл көрән кептер менән мулинаман куелган. Башында яулык. Үзенсәлекле инде безнең Билән ягына караганда. Эргәһендә менә безнең якта морындык инәй тиргән ғөрф гадәт бар. Шул морындык инәйдән бу коллекцияһы инде. Аның әдрәк нерәк, төсе икенчерәк. Оляпкасы башында яулык менән түбәт инде. Колпак, безнең якта колпак диләр. Күлмәге шундай аның куелган, остан итәк булган аларның күлмәктәр.
Яш килендең, конечно, күлмәген әйтәләр, итәге балитәктәре күп булган. Бала туган һайын бер балитәк яна һәлә эшләгәндәр. Ну, 10 балитәк башкортларның балалары күп булган. 10 балитәк такмайһың бит инде, текмәйһең. Шуның өчен кемнең хәленнән нисек килә, шул хәдәре балитәктәр эшләгәндәр инде. Монда кияүнең апалары, еңгәләренең күлмәктәре инде. То шул алып кыстар, безнең якта инде алып кыстар нык каюды инде, кайылган. Безнең жюри агзалары аңлашылды. Һеҙҙең күрәткән костюмдарығыҙ барыла профессиональ белгестәр. Тагы жюри агзаларынан һорағым килә. Һеҙҙең һорауларығыҙ бармы? Александр Данилович хочет вам задать вопрос. Тыңлайыҡ уны. Нет, я не задать вопрос, а я здесь восхищаюсь вот цветосочетанием. Здесь безупречное цветосочетание. Да, вот посмотрите, вот ничего, в то же время ярко, в то же время это, ну, ничего не раздражает, по крайней мере, совершенно ничего. Все безупречно, хорошо и точно. Спасибо. Рәхмәт. Спасибо. Сәйдә Мөхәммәтғәлиғызы, без һеҙҙе ошо дәрәү алҡыштар һүҙҙәре менән һеҙҙе оҙатабыҙ һәм киләһе ҡатнашыусыны көтөп ҡалабыҙ. Әхтәмова Сәйдә Мөхәммәтғәли ҡыҙы, Балаҡатай районы. Рәхмәт. Һеҙгә рәхмәт. Следующий участник нашей номинации Валиева Ғабида Гибадуллина, город Уфа. Ғабида Ғибадуллағыҙы сәхнә түренә рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ. Мин Валиева Ғабида булам. Иглин районында йәшәйбез. Үҙем Ҡурғанская башкирка булам инде. Ҡурған өлкәһенең боронғы кейемдәрен тергеҙеп маташам. Шуларҙың нейҙәрен алып килдем инде. 3 комплект женский одежда гетердем, 1 комплект мужской. Шуларҙы күрһәтергә уйлайым инде. Башлайы. Уның башында тастар. Тастарҙы мин, конечно, үҙем текенсә эшләнем. Музейҙан ҡарам инде. Шунан күлмәк сигелгән. Уның сигеүенең исеме Йығылған ҡайын тип атала. Алъяпҡысы шулай уҡ Ҡурған өлкәһенеке инде өлгөләренән эшләгән бөтә. Ней шундай тегеүле күлмәк, алъяпҡыс, тастар. Шунан үҙемде әйтеп китәйем. Үҙемдә минең ҡушъяулыҡ, тастар, шунан ҡушъяулыҡтың инде менә бөтә атрибуттары, бөтә нәмәләрендә бар. Яға, күлмәк. Ошо костюм хаҡында һөйләһәгеҙ. Был ҡыҙымда минең зәңгәр бал итәкле күлмәк, аппликация менән элек беҙҙә Ҡурғанда аппликация астынан менә ошондай нейҙәрҙә тегеп ҡуйғандар. Әберкәләр ҙә тегеп ҡуйғандар. Улар беҙҙең нейҙәрҙә бар ине, әбейҙәрҙә. Уларҙы, конечно, был бик праздничный кейем ине. Уларҙы һандыҡ төптәрендә нейҙә торғайнылар. Төптәрендә генә яһатырға инде интернет селтәрендә лә ҡарап баралар. Шунан алъяпҡыс менә тоже сигелгән ҡыҙыл нейгә, сәтингә. Минең бөтә башында ҡушъяулыҡ, минең бөтә булған әйберҙәрем дә советский тауарға эшләгән мин. Сәтин, бөтә сәтин. Бордовый сәтин, синий сәтин, минекендә һары сәтин. Бөтә боронғо советский әйберҙәр инде. Советский әйберҙәрҙе алырға тырышам, шуңа эшләйем. Боронғы әйберҙәр булғас, боронғы советский әйберҙәргә эшләргә тырышам инде. Менә шулай. Шунан Артабан ағай модельді саҡырабыҙ. Ҡалатайыбыҙ. Ошо хаҡта ла һөйләгеҙ. Менә мин уңа
башына түәтәй тіктім кәзәкәйдің үлгіхі 19-сы буаттан көсіріп алдық. Меңе ауылдан бір енгем кәзәкәйін берді атағының, ол енгейге енді 90 яш. Ол 19-сы буаттың башы болыр келіп сығыр дажы. Оның әлін өде тұрған кішіге кімге бергелі біленмеген, біз барғайнық, меңе беріп қайтарды. Шының үлгіхін тегіп алдым мен. Тауары советский бәрхәт тоже. Советский йомшақ қына бәрхәт. Мені біздің ауылда, әлік Қалмақ Абдраш ауылында, Сафакөл районында шундай кәзәкәйдерді кей тұрғайлар. Менің атайым да кел, шундайды кеді шул енге, менің атайым ала шулай оқтығып берейіні. Шуан қадыр сіз қысқындар. Міне күлмәкті мен музейный китаптан таптым. Міне шундай күлмәк. Билбау ішәнік, ішәнік енді, ұштан ішәнік, шундай. Сарық ішәнік. Сарықтың ісіне біз халабыз отырақ. Сіз біләғіз мекен, жоқ мекен? Ол міне қойда. Бісен халғабыз. Аңала халғам, меңелі халғам. Әлік бітінде әйбір көп болмаған аяқ кейімдері. Шуңа хуыланып кеткен аяқ киімдері кірәһіңді инейдерден сісіп көрәк. Менікінде жоқ, отырақ, менікінде бар. Менікінде. Мен оны қына халырға кетіргенім анда отырақ бар ол бісен, бар. Хүзді тоже біләгілме. Шулай ешей тұрғайнық. Шуан менің тоже шулай оқсары. Вышивкаһын оны вышивкаһы да эшләгәндәр. Кемдән қолы оста булган, олар сигергә сигеп эшләгәндәр инде. Кемдәр белмәгәндәр, олар менә шулай аппликация менән генә эшләгәндәр. Мен инде Сарыктың тоже алдында бидәгенә үзем тоже өстәп менә. Реконструкцияланған костюмдар бізді бек қызыққандырды. Һәм мұнда шығарып көрәтік, яғында бесен халлар екен бақты һәм. Ана камераға еушлай. Бесен дә түгел. Күрән халабыз біз. Бесен дә түгел, күрән халабыз. Күрән битінде водостойкий, ол һыуда отталкивать итә. Шул һыу булып китһә аяқ кейеме, күрән ырғытаһың да, тағыла коры күрән халып алаһың үйгә кереп. Әне шул инде. Шул. Біз әне күрән тәйтәбіз. Міне шул. Костюмдар бойынса аңлашылды. Жюри ағзаларын әгерде ғыраудары болға, уважаемый члены жюри, если у вас... Яры болды. Хырау бар. Габрида Хырау бар. Очень познавательно, очень интересно. Сәйдә апайға мин хырау бар. Мине бір хырау бар. Рәхмәт ошо сыгышыгыз өчен. Валиева Габида Гыйбадулла кызы безнең 4-нче катнашучысы булды. Без жюри ағзаларын хырау бар. Әйтер хүдәре Минең хырау бар. Бетеде
Мин Ярай. Бит һеҙ оҙатабыҙ. Бына онлайн беҙҙең менән бәйләнешкә сыҡты. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Германиянан яңылышмы? Я, апай. По-моему, я помню, это 10-го года, Ивет. Вы был ползайда на Да, ваша работа, я был. в 2010 году, Ивет. По-моему, вы там были, Ивет, Сейд апай. Булдырмы, юкмы? Булды. Ае, булды. Шуңа айтам, Сейд апайга мына һеҙгә ҙур рәхмәт, Ивет. И мына хытларга надо одевать башкирскую одежду, потому что мына мин Сейд апайды, Ивет, еще беләм 11-нче йылдан хымак, Ивет. 11-нче йыл күтте, Ивет. А мына Сейд апай вообще не постарела. Габида апай. Когда одевает башкирскую одежду, она не стареет. Вот һеҙгә ҙур рәхмәт. Рәхмәт, Габида апай. Ул әйтте бит, только учусь тине. Афарин. Укырганы, афарин. Һеҙ беҙгә үрнәк. Валива Габида Гыйбадулла ҡыҙын оҙатабыҙ. Һеҙгә ҡыҙҙар рәхмәт. Модель ағайҙарға ла рәхмәттәребеҙҙе белдерәбеҙ. Артабан дауам итәбеҙ һәм беҙҙең киләһе 5-нче ҡатнашыусы был номинация реконструкция башҡорт халыҡ кейеменең Дәүләт Хәмдиә Хайҙәр ҡыҙы, Ғафури районы. Гафурийский район, Хәмдиә Хайдаровна Давлетова, сәхнә һеҙҙеке. Жюри ағзалары, здравствуйте. Меня зовут Давлетова Хамдия, я родом из Гафурийского района, село Красносольский. С 2014 года примерно я увлеклась башкирским костюмом, начинала шить я сначала нагрудники, потом перешла уже на верхнюю одежду. Сегодня вашему вниманию я хотела представить работу по фотографии из книги Светланы Николаевны Шитовой «Башкирская народная одежда», одежда забельских башкир. Как видно на женщине шаль, я сейчас сниму, покажу и расскажу. Я сделала весь комплекс костюма. Это штан широкого шага, нательное платье, нательный нагрудник, платье. Все это традиционно кроя и из советского сатина, из советского хлопка. Также елян – это тоже советский плюш, подклад тоже у меня советская ткань. Украшен он позументами, частично это тоже советские позументы, не советские, а милицейские, да, по-моему, называется. Нагрудник такого пограничного вида, что ли, как назвать, забельских башкир. Он сверху украшен немного сеткой, а низ как хакал. Украшен монетами. И головной убор кашмау, под кашмау платок. На ногах у меня галоши и башалтайки, вязаные носки. Вот. Постаралась соблюсти все каноны именно по фотографии Светланы Николаевны Шитовой. У меня все, ваши вопросы. Это моя работа, которую я делала предыдущей, просто я училась, а потом уже постепенно решила сделать реконструкцию именно своего рода. Я отношусь к роду Кассетабын. Вот, моя работа. Жюри ағзаларын тыңлайбыз. Ошо сығыш менән немелер әйтерегеҙ? Барыла аңлашыла. Булдымы? Ошолай итеп, Дәүләтова Хәмдиә Хайдар ҡыҙын Ғафури районының ҡатнашыусыны беҙ оҙатып ҡалабыҙ һәм киләһе ҡатнашыусы Zoom бәйләнеш аша беҙҙең менән Казахстан Республикаһынан Сөләймәнова Гүзәл Әхмәдулла ҡыҙы. Беҙ һеҙҙе ишетәбеҙ, һеҙ беҙҙе ишетәһегеҙме? Әгәр ҙә ишетәһегеҙ, микрофонығыҙҙы ҡабыҙығыҙ ҙа, һөйләй башлаһағыҙ ҙа була. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Я сказал. Микрофон включите. Сулейманова Гузаль Ахмадуллина из Казахстана. Микрофон включите, пожалуйста. Микрофонығыҙҙы ҡабыҙығыҙ. Беҙ һеҙҙе күрәбеҙ.
Ишетмәйбез. Микрофоныгызны кабызсагыз. Тыңлайбыз, һөйләгез. Гүзәл Әхмәдуллағызы, микрофон бына техник сәбәпле, кадерле тамашачылар, хәзер без бәйләнешкә яна сыгырга маташырбыз. Артабан дәвам итәбез һәм безнең киләһе катнашучысы Батыршин Артур Данил улы Өфө калаһыннан әзерләнәләр дип, бына һәрсе Гүзәл апай менән бәйләнеште тикшерәбез. Бәйләнеш юк дидар, микрофонын кабыта алманы. Следующий участник нашей номинации «Народная одежда Башкир. Реконструкция» Батыршин Артур Данилович, город Уфа. Данил, рахимит. Фавойт, Артур. Холмагыр. Мин башкорт милли кийими реконструкция номинациясында Рус салаһиләргә унда жюри ағзалары. Башкорт салаһиләргә әзерләнгән. Башкир стрелочник дигән киемде тәкъдим итәм. Реконструкция битендә ул тарихи гомумән алганда тарихи сыгынактарга таяна. Шул тарихи сыгынактар улар битендә текст форматында, фото форматында һәм гравюра, картиналар булырга мөмкин. Шуларның арасында мин нимә дип әйткем килә, конкрет кешеләрнең киемнәре каралырга тиеш дип уйлыйм. Ниндәйдер теге йыелма образ түгел, конкрет кешенең киеменең язмаһы һәм хүрәте булырга тиеш дип уйлыйм. Мин сыганактар итеп башкорттың беренче төсле фотографиясын алдым. Ул да бу фотография рус фотографы Сергей Михайлович Прокудин-Горскийдікі 1910 елда Уралда экспедиция вақытында төшірілген фото. Ускатав янында бұл төшірілген фото. Көрігіса ол төслі фото. Ол вақытта Прокудин-Горский Германияла немес ғалимдармен бірлікті төслі фотолар технологияны өйрәнеп қайтқан һәм Рәсәйдә күп кенә фотографиялар, төсле фотографиялар эшләгән. Башкортларда күп кенә төшергән. Шуларның арасындагы бер фото Башкир стрелочник дигән тимер юлчы хезмәткәрен төшергән. Үтке кыяфәтне кигәндә уның сәкмән, сабата, калпак һәм ЖД хезмәткәрләрнең билдеге, сигнал бирә торган фонарь, горн һәм флажоктар инде. Мин бұл әйберләрне бөтенләй өйрәндем. Әйберләрне өйрәнеп, ул вакыттагы образецларны кайберләрен алып, реставрация эшләп, хәзер кулланам инде. Юк, бұл ул вакытта теге заводта эшләнгән әйберләр битендә шулык мына горн сигнальный, ул монда бөтен әйберләрдә ысын, муляж түгел, то есть горн ул ысын. Тарихи, күп кенә сайттарда шул былай тарихчылар күп, кем хата, кем нимешләй, табырга була инде. Форма железнодорожника? Нет. Вообще, вот как бы, почему я обратил внимание на данный
образ, потому что это национальная одежда башкир. То есть вот сякмен, колпак башкиры одевали в то время в повседневной жизни. И он очень гармонично вписался в образ ЖД работника. То есть наряду с людьми, которые там работали в более высоких чинах в ЖД, у них специализированная форма, и у башкир в то время вот они наряду стояли и очень красиво смотрелось. Очень хорошая работа. Она прям музейная. Городар бармы? Жюри ағзалары нендей тілектер? Можно сказать слово, пожалуйста? Рахмет, Артур. Артур тоқтап тұр. Бізге тағы онлайн бәйләнеш аша жюри ағзалары тілегі бар. Иритан Якуб Салям. В общем, Айтергайтен очень необычное, смелое решение для реконструкции именно вот железнодорожного работника. Обычно пытаются, делать реконструкцию воина башкирского. А вот у вас вот вы молодцы, что сделали вот очень такую необычную одежду башкирского стрелочника. Спасибо. И Гават у вас это Биг Малтур выглядит, в общем, молодцы. Очень необычно. Молодцы. Я изучал очень много вопросов. Вот, даже вот эта тамга, которая у меня на пуговицах, очень интересную историю обладает. Там якорь нарисован. То есть топор и якорь. В то время, до 1932 года, вот это форменно, раньше работники путей сообщения имели вот такой тамга, логотип, получается, знак. И появились железные дороги, темир юлсы, хадметкардары, и все равно вот этот логотип оставался все еще до 1932 года. То есть здесь я тоже использую. Вот я, чтобы продемонстрировать, что он все рабочий, могу этот. Рахмат. Салима тағла айтыр қойды бар. Артур, хочу сказать, ваше оправдание перед зрителями, перед некоторыми вопросами. Может, у многих вопросов возникли, что здесь не прослеживается ДНК, но я хочу сказать, что если Прокудин Горский когда-то сфотографировал и назвал парня башкиром, и, значит, он общался с ним и сфотографировал, значит, фотография — это доказательство, это документ той или иной народности, во-первых, а потом уже только его профессии или занимается. Вот этим мне понравилось то, что именно национальная составляющая в симбиозе с работниками ЖД структур, очень классный образ создался, поэтому очень понравился. Хорошо, что вы редкий вид образа все-таки вынесли на свет. Спасибо. Рахмет. Артур Батыршин, город Уфа. Рахмет, Артур. Біз ені одатып қалабыд, һәм яна біз онлайн Zoom аша бәйләнешкә сығып қарабыд Қазақстан Республикаһы менән Сөләймәнова Гүзәл Әхмәдуллағыҙҙы біз һеҙҙе тыңларға әҙер. Алмағыҙ. Микрофон Қазақстандан біз һеҙҙе Нурсултан шәһәренән. Әммә ишетмәйбез. Мин Қазақстандан Нурсултан шәһәренән. Без һеҙҙе ишетмәй, микрофон включите. Мы вас видим, но не слышим. Бына ишетелергә. Тағла, еще раз. Ишетелергә тейеш. Бына хәҙер ишетелә. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Мин Қазақстандан Нурсултан шәһәренән. Тыуып үскән ерем Башҡортостан, Балаҡатай районы Билән ауылы. Сәйбә апайҙың ерләше. Алданбыҙ. Мин тамға конкурсына участвовать итергә предложили, и я с удовольствием согласилась. Үҙегеҙҙең костюм тураһында һөйләп үтһәгеҙ, беҙҙе таныштырһағыҙ. Ниндәй костюм? Минең костюмым беҙ йәш саҡта беҙҙе тегенергә, ҡайынырға өйрәткән, мәктәптән өйрәнеп, тегенеп, сигергә өйрәнә торғайны.
Шунан ул яшьтакта кайылган күлмәктәр олак вакыттар мандыкта, чемоданда яттылар. Шунан менә хәзер пенсияга сыгыр алдынан мин башкорт Дом дружбала башкорт оешмаһына йөри башлагас, үземнең күлмәктәремдә байылган әйберләремдә киеп йөри башладым. 1-2 метр артқа атлап әйләнеп күрһәтәгез бу костюмда экрандан сак кына алыстарак барып, тулы ростка, полный рост. Покажите нам костюм. Булды етте, әйләнеп күрһәтәгез. Рахмат, хәзер килегез, һөйләгез костюмыгыз турында. Менә интернет бәйләнеш. Казахстан Республикамын тура бәйләнештә Өфе калаһыннан. Жюри ағзаларыны әйтер. Аляпкысы миндә, ул аляпкыс Башкортстанга барып, йөрүп, бер сакта ул елларда кайылган әйбер. Күлмәге миндә яшь сактан бире кайылган, үзем картая башлагас та ул реконструкция тегелгән, реставрироваться ителгән күлмәк ул минем. Хәзерге вакытта мин менә шундай калфактар, күлмәктәр тегергә булган. Аңлашылды, без костюмыгызды күрдек. Ошолай да безнең белән бәйләнештә Казахстан Республикасы Сөләйманова Гүзәл Әхмәдулла кызы булды. Ул күрәткән реконструкцияланган башкорт халык киемен күрдек. Һәм артабан безнең номинациялар без киләһе катнашучыны сәламләргә әдер. Без жюри ағзаларының Казахстан Республикасындагы катнашучыга һораудар, теләктәр юк. Без барыһы ла аңлашылды. Рәхмәт һеҙгә, Гүзәл ханым. Біз артабан давам етәбез, и мы продолжаем, и наш следующий участник номинации «Народная одежда Башкир. Реконструкция» Акбулатова Дилара Ильдаровна, город Уфа. Добрый день, меня зовут Дилара Акбулатова, я представляю клуб исторической реконструкции «Бирские стрельцы». На мне представлен Демский комплекс «Башкир». Я выбрала этот комплекс, потому что мои предки по отцу это башкиры-минцы, соответственно, мне было интересно попробовать воссоздать костюм своих предков и посмотреть, как они жили в то время. Но в связи с тем, что по 17-18 веку представлено достаточно мало материалов, мне пришлось использовать некоторые перекрестные изобразительные и письменные источники, поэтому я хотела чуть подробнее рассказать о своем опыте реконструкции. На мне представлены два халата. Верхний – это суконный чекмень, он прямого кроя. Внутри это бархатный елян, он притален с подкладом на 2 застежках. Оба халата, они без плечевого шва, что характерно для верхней одежды того времени. Под халатами у меня рубаха с разрезом до груди, завязывалась на шерстяных тесемках. И для того, чтобы прикрыть данный разрез, у меня, прошу прощения, внутри находится нагрудный кукраксен, нагрудник нательный, для того, чтобы как раз прикрыть этот разрез. Также в качестве нательной одежды у меня используются штаны прямого широкого шага. В качестве обуви это ката с кожаной головкой и суконным верхом. Кожаный каблук наборный и головка, она характерна для обуви как раз с этого периода на территории Поволжья и Центральной России. Ну и хотелось бы перейти к головному убору. Это кашмао. В первую очередь, конечно, я ориентировалась на Светлану Шитову-Руденко, но я понимаю, что это 19 век, и поэтому использовала еще дополнительные источники по финно-угорским народам, какие-то музейные экспонаты по 18 веку. Да, хвост вышит геометрическим мозаичным узором из бисера, также украшен бусинами из змеевика и ракушками корлбаш. Соответственно, под головным убором затылочное отверстие у меня прикрыто платком, и лоб прикрывает хараус.
вышиты счетной вышивкой. Нагрудник типа хакал или сакал также украшен чешуей, монетами Алексея Михайловича и европейскими талерами. То есть предполагалось, что муж мог заработать на военных компаниях данные деньги и подарить своей жене. Возможно, за рождение каких-то детей, сыновей иногда используется в таких легендах, что сколько монет крупных на нагруднике, столько у женщины и сыновей. Ну и, собственно, хотелось бы еще добавить, что данный костюм он используется в исторических реконструкциях, потому что у нас клуб выезжает на исторические фестивали, поэтому он проверен в бою. Где-то он у меня немножко запачкан, где-то прожжен костром. Но, тем не менее, я оценила, насколько он удобен в быту практически, потому что в холод в нем не холодно, можно всегда одеть второй халат. В жару льняная рубаха, она как бы сохраняет тоже комфортную температуру. Ну и обувь она тоже не промокает, потому что она пропитана льняным маслом и воском, соответственно, всегда сохраняет свою температуру. Ну и хотелось бы свое выступление закончить четверостишием. Эх, тула, 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 туламан секмен була, өстін бүтін тамағын тук. Эй, да, тулала, тула. Рахмет. Спасибо. Дилара Акбулатова, город Уфа, жюри ағзаларының құрау тілектері юқ. Бетеді одатып қалауыт. Рахмет ошу еди әдірленген үсін. Уважаемые друзья, мы провожаем Дилару Акбулатову, город Уфа. Спасибо. Это был наш 8-й участник, конкурсант. И далее приветствуем в этом зале Галиулину Айгуль Рафкатовну, город Уфа. Уфа қалағы Галиулина Айгуль Рафкатовну сәлемлейбіз. Рахим етіңіз. Здравствуйте, Галиулина Айгуль. Я представляю Зауральский женский комплекс, жительница Челябинской области, Аргаишского района. Итак, наш костюм. Куш яулык, барановский или флер яулык сдвоенный, шапочка, вышитая бисером, хакалдырык, обязательно с монетами, и платье сатиновое, сшито по старинному образцу, вот образец музейный. Платье городской моды начала 20 века. Это более ранний вариант, это старинное туникообразного покроя платья. На ногах ыштан и кожаные сапоги, сделанные по старинным лекалам из натуральных материалов. Вручную все прошиты, все швы. Самая основная композиция наших украшений – это нагрудник. Нагрудник яга челябинского типа. Вы можете посмотреть. Он собирался у меня более 3 лет. Весь он сделан из старинных монет с царской России или же ранние советы. Естественно, броши все тоже сделаны, как скажем, антикварные. Яга, он редко когда бывает с наспинником инхалек. В данном случае вот я его сделала именно таким. Инхалек, яга, натуральный коралл, натуральные монеты. И еще есть такое нагрудное украшение, как перевязь женская алмидеу. Тоже старинные монеты, на основе бархат, старинные броши и старый цепь гайтанов. Еще хотел сказать о том, что все костюмы выполнены из натуральных материалов. Использовались ситцы сатина старинного советского изготовления. Но и женский облик, он не будет неполный, без украшений, столь милых женскому сердцу. Это браслеты, кольца и обязательно чулпы или сулпы. И вообще мне очень нравится, как эти монеты все звенят. Я теперь поняла, почему основная мысль, когда девушек воровали, они, наверное, из-за денег воровали. Но это, конечно, шутка, но в этом, наверное, есть смысл. Если хочешь выйти замуж,
одевайся богато. Вот. Спасибо за внимание. Вам спасибо. Үдерге рахмат. Айгүл Рәфкат кызына һорауларыгыз бармы, кадерле жюри агзалары? Барыгы ла аңлашыла, вопросов нет диләр, бит һеҙҙе оҙатабыҙ. Рәхмәт ошо сығышығыҙ өсөн. Рахмат. Кадерле дуҫтар, беҙҙең был номинацияла 10 ҡатнашыусы, 9 ҡатнашыусыны күрдек, конкурсанттарҙы баһаланыҡ тиәктә була. Хәҙер беҙҙең 10-сы ҡатнашыусы, наш 10-й участник в этой номинации завершает на номинацию «Народная одежда Башкирия. Реконструкция» Дәүләтова Эльмира Аухатовна, город Уфа. Эльмира Аухат ҡыҙы, сәхнә түренә рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ. Минең исемем Эльмира Давлетова. Мин Ишембай районынан, әле Өфөлә йәшәйем. Для вас мы подготовили работу экспериментальную под условным названием «Свадебный». На мужчине мы видим белый чекмень из белого сукна, көләпәрә, головной убор, рубашка вышитая. Свадебные рубашки декорировались вышивкой, обувь, хата, а также в руках у мужчины, у юноши платок. Это платок жениха, который дарит невеста, когда выходит за него замуж. Оригинал этого изделия хранится в Национальном музее Республики Башкортостан. За основу мы взяли фотографии с РЭМ, это Российский этнографический музей Санкт-Петербурга. Там находится мужской костюм, один в один, ну, кроме вот обуви. Обувь там не представлена. Поэтому мы взяли на себя смелость, взяли вот такую обувь. Костюм там из Зилаирского района. Невеста, девушка. За основу мы взяли тоже фотографию из Российского этнографического музея. Правда, он там представлен, собран не очень верно. Для нас это была интересная работа по исследованию. Мы на девушке видим белое льняное платье, сельтер, кашмау, сарыки, вышитые на заднике. А также здесь самое красивое, конечно же, это белый секмен из белого домотканого сукна. Он украшен богато вышивкой, звездами. И еще, повернитесь, пожалуйста, боковые швы у нас, как в качестве оберега, тоже вышиты аппликационным способом, вытянутые роговидные фигуры нашиты. И хочу отметить, что данный чекмень из кипчакского рода Карагай-Капсаки, он распространен был в Абзелиловском, Бурзянском районах. Поступил он как собрание коллекции Руденко в музей Санкт-Петербурга. И его носили молодые женщины и взрослые девушки. И это обрядовый чекмень, праздничный, свадебный, поэтому его так назвали. И я бы хотела, чтобы, конечно, современные тенденции включали в себя традиционные тоже какие-то элементы, как, надеюсь, что, возможно, этот комплект вдохновит будущих молодоженов, и в своих там торжествах будущих они, возможно, могут опираться и брать как пример для своих костюмов. Вот, спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Эльвира Давлетова, уважаемые члены жюри, вопросы, пожелания? Нет вопросов. Рахмат. Эльмира Давлетова Аухат ҡыҙын беҙ оҙатып ҡалабыҙ. Рахмат. Кейәү менән киленгә рахмат. Жених тели-тесто дип оҙатайыҡ әйбит уларҙы. Уважаемые члены жюри, Башҡорт милли кейеме оҫталарының тамға халыҡара конкурсы финалисттары эштәре менән танышып сыҡтык. 5 номинация, 36 автор. Бар эштәр ҡаралды, барыһы ла зауыҡлы, сағыу. Һеҙгә нисек, хөрмәтле жюри ағзалары? Беҙ һеҙгә өндәшәбеҙ, жюри ағзалары. Была ошо аҙағына ла килеп еттек. 5 номинацияны ҡараныҡ. Уважаемые члены жюри, посмотрели сегодня с вами 36 работ. Как вам, ваше мнение, ваши пожелания, кто смотрит нас онлайн?
тоже жюри присоединяемся. Мы готовы вас выслушать. Это Гульдар Сабитовна. Хайырлы кис, хөрмәтле бүгенге тамашачыларыбыз безнең менән бергә ялкмай, армай карап тарап утырдылар һәм улар да үзләренчә фикер туплагандыр дип без уйлайбыз. Добрый вечер, уважаемые коллеги, участники. Сегодняшнее мероприятие, оно настолько за душу берет из-за того, что цель фактически этого мероприятия поставлена о том, что не только сохранение и пропаганда, реклама башкирского национального традиционного костюма, но и передать будущему поколению именно то, что мы имеем, наше богатство. Поэтому наши коллеги, члены жюри, начали работать с начала ноября, потому что были представлены более 300 работ. Это очень много для того, чтобы изучить, анализировать и вывести на финал 36 человек. Было нелегко, но нам еще предстоит еще неделю работы для определения лауреатов. Но во время работы мы убедились в том, что были и яркие, хорошие работы, достойные работы, но тем не менее были и искажения наших традиционных костюмов, также совмещение из других национальностей. Поэтому, естественно, и некоторые не до конца изучили положение, не соответствовали положению. Из-за этого нам пришлось оставить только 36 человек, финалистов. И эти люди все, они вот сегодня вы сами убедились, каждый постарался достойно. Особенно нас обрадовала номинация детской одежды, я уже вначале говорила об этом, потому что в этом году они как-то представлены хорошо. Но помимо этого, конечно, у нас у членов жюри есть пожелания ювелирам, более активно работали. Это еще у нас хромает, мы это определили. Также в нашей республике не совсем мастера активно участвуют, хотя есть возможность. И наши члены жюри, учитывая то, что вот все, что по конкурсу определены какие-то недостатки, они готовы проводить им мастер-класс, консультации. И именно цель дать направление в дальнейшем мастерам правильно вести традиционные именно башкирские костюмы, правильные русла направить, потому что на самом деле мы должны именно это утвердить для того, чтобы это наше башкирское достояние, именно это наше, и учитывали, чтобы могли учитывать и исторические моменты, и художественные, потому что гамма цветов у башкир по-другому было, и там мы увидели недостатки. То есть наши члены комиссии очень тщательно работали до сегодняшнего дня, и они готовы консультировать любого мастера, дать мастер-класс. Цель вот основная, но тем не менее мы думаем, хорошее мероприятие прошло, на хорошем уровне. Спасибо организаторам, что вот именно обратили внимание именно в этот жанр, потому что оно требует того, что продолжение было и передано будущему поколению. Спасибо всем участникам, спасибо коллегам, членам жюри и организаторам. Спасибо, Гульдар Сабитовна. Еще есть у кого что сказать? Уважаемые члены жюри, уважаемые онлайн-телезрители, в группе ВКонтакте Республиканского центра народного творчества и проекта «Тамга» вы узнаете финалистов. Вот Гульдар Сабитовна сказала, еще будет проделываться минимум недельная работа, так как сегодня мы на протяжении 4 часов оценивали 36 участников. И мы узнаем с вами ВКонтакте и на официальном сайте, еще раз скажу, Республиканского центра народного творчества, кто прошел финал и кто поборется за главный приз. А главный приз — это денежный приз, и это 300 тысяч рублей. Также есть номинация «Приз зрительских симпатий».
который будет проходить голосование ВКонтакте. И все это подробности вы узнаете, еще раз скажу, в группе ВКонтакте проекта Тамга и на официальном сайте Республиканского центра народного творчества. Жюри ағзаларына рахматтарыбызды білдірәбіз. YouTube-тан кім бізді қараған барығыла рахматтар һәм киләһе осрашқанға текілім хау болығыз. До новых встреч!